Кража никобарского золота. Все это плавание с самого начала было неприятным, тяжелым и каким-то натянутым. Словно сам воздух над палубами парохода Никобар пропитался соленой влагой, угольной пылью и плохо скрытым раздражением. Капитан Макри, командовавший судном англо-малайской компании, наконец получил хоть какое-то оправдание своему скверному нраву, о котором давно уже шептались в конторе и среди морских служащих компании. Человек он был мрачный, резкий, нелюбимый, и даже те, кто привык к корабельной грубости, признавали, что капитана Макри плохое настроение не приходило и не уходило. Оно будто жило при нем постоянно. Впрочем, 4-й и 5-й помощники, уединившись в своей каюте, позволяли себе искать причины куда глубже и с юношеской уверенностью объясняли все очень просто. Старик на этом рейсе заработал меньше обычного. Вот и ходит теперь с таким лицом, будто его самого отправили в трюм вместо груза. Компания ведь теперь сама снабжает суда провизией и припасами, а значит, прежние маленькие доходы исчезли почастую, и комиссионные в китайских морях стали совсем жалкими. На корабельном жаргоне такие тайные прибавки называли особым торговым словом, которое в тех краях означало комиссию, подарок или удобную прибыль между делом. В подтверждение своих догадок молодые офицеры ссылались на кислое лицо стюарда, единственного человека на судне, который прежде оставался доволен капитаном. Новые правила ударили по стюарду почти так же больно, как и по самому капитану, и потому его скорбный вид казался молодым наблюдателям почти неопровержимым доказательством. Хотя, если говорить честно, уныние стюарда можно было объяснить и куда проще. Пассажиров было мало, сезон был неподходящий, рейс не обещал ничего хорошего, а сами пассажиры с первого взгляда не внушали надежд на щедрые чаевые. Опытный корабельный стюард умел оценить человека заранее, иногда за месяц до конца плавания, по чемодану, походке, тону голоса и тому, как пассажир смотрит на обслуживающих людей. И в этот раз все было против него. Неправильное время года, неправильное направление, неправильная публика и почти полное отсутствие тех богатых господ, возле которых чаевые сами будто падают в ладонь. Так что, возможно, доверительные разговоры 4-го и 5-го помощников были всего лишь молодой корабельной сплетней, одной из тех, что рождаются в тесных каютах и разрастаются быстрее дыма из трубы. Но кое в чем для пересудов все же была почва, потому что капитан Макри вез домой немало частного товара, и делал это с такой откровенностью, что иной 3-й стюард постыдился бы подобной ловкости. Он принимал на борт всякие редкости, японские безделушки, диковинные вещицы и украшения, явно предназначенные для продажи в Лондоне, и к тому же позаботился хорошенько их застраховать. Для капитана это выглядело почти скандалом, и 4-й с 5-м помощниками не раз переглядывались, подмигивали и отпускали намеки в присутствии 3-го помощника и главного механика. Главный механик смеялся, 3-й помощник тоже понимал намеки, а когда об этом говорили 2-му помощнику, тот лишь молча подмигивал, но не смеялся. Такова уж корабельная жизнь, где каждый слышит больше, чем должен, каждый делает вид, что знает еще больше, и любая мелочь за долгие недели плавания превращается в событие. Пароход Никобар шел домой с небольшим числом пассажиров, с обычным смешанным грузом и золотыми слитками на сумму 200 тысяч фунтов. Золото, как обычно, должны были выгрузить в Плимуте, и само его присутствие на борту стало источником заметного беспокойства для 2-го помощника Брейзера. Именно он отвечал за помещение, где хранились слитки, а это был его первый рейс после повышения с 3-го помощника, и груз в 200 тысяч фунтов золотом давил ему на нервы гораздо сильнее любого шторма. «Послушайте, Брейзер, мир уже видел перевозку золота и раньше, и уж поверьте, это не первая партия слитков на море и далеко не самая большая. Все обычные меры приняты, ключи лежат в капитанской каюте, люки под присмотром, так что вы можете спать почти так же спокойно, как 1000 вторых помощников до вас». Первый помощник говорил это спокойно, даже лениво, с тем равнодушием опытного моряка, который слишком много раз видел чужую тревогу и слишком редко находил в ней пользу. Но Брейзера эти слова нисколько не утешали. Он ходил по судну, когда был свободен от вахты, размышлял, проверял, прикидывал и воображал все способы, которыми можно было добраться до золота. А на вахте он беспокоился еще сильнее, потому что ему казалось, что именно в этот миг кто-нибудь уже применяет одну из тех хитроумных уловок, которые он сам только что придумал. И, что хуже всего, свои страхи и догадки он вовсе не держал при себе, он изводил ими 1-го помощника, а когда тот уходил, подробно объяснял все 3-му.
Не понимаю, о чем думает компания, когда называет эту жестяную кладовку помещением для золота. Это ведь не хранилище, а смешной маленький бункер. Чепуха. Брейзер, вы раздуваете обычное судовое помещение до размеров банковского хранилища, хотя на деле все меры предосторожности уже приняты. Первый помощник произнес это с ленивой уверенностью и снова принялся курить, как человек, который не собирается тратить силы на чужие тревожные фантазии. Вам легко говорить, вы ведь за это не отвечаете. А я почти уверен, что когда-нибудь здесь что-нибудь случится, если не в этом рейсе, так в каком-нибудь другом. Все говорят, прочное помещение, надежное помещение, особый груз под защитой. А я спрашиваю, из чего оно сделано на самом деле? Из котельного железа, 3/8 дюйма толщиной, и для обычного судового хранилища этого вполне достаточно, если не воображать вокруг себя одних грабителей. Вот именно. 3/8 котельного железа. Да, это почти то же самое, что дешевая жестяная копилка. Я бы вскрыл ее ножницами моей бабушки. Прекрасно. Одолжите у нее ножницы и вскройте. Я бы сам попробовал, если бы у меня была бабушка. Золото лежит там внизу, вне глаз и почти вне слуха, в очень удобном месте для всякого, кто захочет провести тихий час за резкой железа. С одной стороны, там угольный бункер, почти всегда пустой, потому что он всего на 7 тонн, и его даже толком не стоит разравнивать. Представьте себе человека, который спустился туда будто бы по обычному делу, закрылся от лишних глаз и спокойно начал прорезать стенку, пока наверху все думают, что он занят работой. А с другой стороны, к помещению с золотом примыкает кладовая стюарда. И вот скажите мне, что помешает человеку наняться стюардом специально ради такого случая? Он будет делать вид, что возится среди посуды, ведерок, тряпок и всякой кухонной дряни, а сам тем временем тихонько пройдет сквозь переборку и доберется до добычи. А потом в ближайшем порту такой человек сойдет на берег, как ни в чем не бывало. И только после его исчезновения все поймут, что золото ушло вместе с ним. И это еще не все, ведь есть плотник, а плотник на корабле вечно ходит где-нибудь внизу с сумкой инструментов, и никто этому не удивляется. Ему легче всех найти тихий угол, притвориться, что у него там срочная работа, приложить инструмент к железу и постепенно пройти сквозь эти жалкие тонкие листы. Допустим, Брейзер, ваш воображаемый вор добрался до золота, но что он станет делать потом, ведь слитки нельзя вынести на берег ящиками в сапогах. А что с ним делать? Как не выбросить за борт в тихом порту, отметить место, а потом вернуться туда уже без формы, без свидетелей и без лишних вопросов? А если уж говорить прямо, он может просто дезертировать в Порт-Саиде, где исчезнуть легче, чем где бы то ни было, вы ведь знаете, что это за место. Там можно раствориться за полчаса, взять сколько успеешь, спрятать сколько надо, а потом ищи его среди лавок, складов, лодок, матросов и всякого портового сброда. Да что там плотник или стюард, кочегары тоже могут это сделать. Любой человек на судне может придумать способ, если у него хватит терпения и наглости. Сказав это, Брейзер не успокоился, а наоборот еще сильнее нахмурился, словно собственные слова убедили его окончательно, и снова пошел к люку взглянуть вниз. Дверь помещения с золотом была заперта одним центральным патентованным замком и 2 висячими замками. Один висел выше основного замка, другой ниже. Через день или 2 после этого разговора Брейзер стоял у железной дверцы и тщательно проверял нижний висячий замок ключом, который держал в пальцах с подозрительной осторожностью. Он поворачивал ключ, прислушивался к металлу, пробовал снова и так увлекся своим опытом, что не услышал шагов за спиной. «Ну-с, мистер Брейзер, будьте любезны объяснить мне без лишних фокусов, что именно вы делаете с этим замком возле помещения золотом?» Брейзер вздрогнул так резко, будто его ударили по плечу. Обернулся и увидел капитана Макри, стоявшего совсем близко с лицом мрачнее обычного. «Я только хотел проверить одну вещь. Капитан, мне показалось, что эти запорные устройства такого же типа, как запорные устройства на кладовой плотника, и я боялся, что ключи могут подходить. Я не собирался ничего нарушать, просто попробовал для уверенности, потому что если один ключ подходит к нескольким замкам, это уже не защита, а приглашение». Оставьте плотнику заботу о его собственной кладовой, мистер Брейзер,
А помещение золотом заперто не только висячими замками, там стоит еще и замок Чабба. Ключ от него находится в моей каюте, и я сам прослежу, чтобы он не выходил оттуда без моего ведома, так что ваши опыты пока никому не нужны. Для вашей же пользы советую прекратить подобные проверки до тех пор, пока вас прямо не попросят их проводить, потому что терпение мое не бесконечно». Брейзер, по-видимому, уже готов был возразить, но капитан оборвал его взглядом и голосом, который не оставлял места для продолжения разговора. «На этом достаточно. Мистер Брейзер, вы услышали все, что должны были услышать, и теперь возвращайтесь к своим обязанностям без новых самовольных проверок». Капитан повернулся на каблуках и направился к помещению стюарда, а Брейзер остался смотреть ему вслед с тем злым недоумением, которое рождается из обиды и подозрения. Интересно, что ему самому понадобилось здесь внизу, потому что я что-то не припомню капитанов, которые так часто наведываются к стюарду без особой причины. Он пробормотал эти слова себе под нос, все еще глядя в ту сторону, куда ушел Макри. Потом резко отвернулся и с недовольным видом поднялся на верхнюю палубу. Черт меня побери, если мне нравится, что кладовая стюарда стоит прямо у стенки помещения с золотом, слишком уж удобно все это устроено для человека с дурными намерениями. Позднее в тот же день Брейзер снова принялся за свое и теперь уже обратился к первому помощнику, который, как обычно, слушал его с усталой невозмутимостью. И еще скажите мне, зачем стюарду на борту целый набор инструментов котельщика? Вы ведь знаете, что они у него есть и лежат совсем не для красоты. Ради всего святого, Брейзер, оставьте уже этих крыс в покое. Вы самый утомительный человек на судне, и ваши подозрения начинают скрипеть громче переборок. Разве вы не знаете, что по своему настоящему ремеслу это человек-котельщик, а стюардом служит всего год или два, так что инструменты у него не случайные. Люди такого сорта не любят расставаться со своим инструментом, а поскольку он вдовец и дома на берегу у него нет, ему приходится возить с собой все имущество. Лучше замолчите, возьмите положенный отдых как нормальный христианин, а чтобы ваши челюсти наконец занялись делом, я дам вам хорошую бирманскую сигару. Но второго помощника невозможно было успокоить ни сигарой, ни насмешкой, ни усталым здравым смыслом первого помощника, потому что тревога уже стала его привычкой. Он все так же бродил по нижней кормовой палубе, заглядывал куда не требовалось, прислушивался к каждому звуку и всем подряд говорил о своей ответственности за золото. Через несколько дней, когда Брейзер снова подошел к железной двери, он опять был застигнут врасплох, и на этот раз капитан появился со стороны кладовой стюарда. Мне показалось, что здесь слышался стук. Капитан, какой-то глухой и повторяющийся звук снизу или из-за переборки, поэтому я счел нужным немедленно проверить. Он сказал это поспешно, почти оправдываясь, но капитан Макри был уже не просто раздражен, откровенно зол, как человек, которому надоело терпеть чужую назойливость. «Если вы продолжите эти странности, мистер Брейзер, я передам наблюдение за помещением золотом другому офицеру, потому что ваша бдительность уже превращается в болезнь. Вы здесь не сыщик, не сторож и не хозяин корабля, а второй помощник, и потому будете исполнять службу без самовольных тревог и спектаклей». На первой палубе Брейзеру встретился плотник, человек тихий, прилизанный и мягкоголосый, с таким выражением лица, какое редко вызывает тревогу с первого взгляда. «Мистер Брейзер, простите, что беспокою вас на ходу, но мне нужен тот висячий замок и ключ, которые вы на этой неделе брали из моей кладовой». Да, конечно, я помню о них и верну все немного позже. Сейчас они мне еще нужны для одной проверки, но задерживать их долго я не стану. Плотник не стал спорить, только кивнул своей мягкой, почти бесшумной манерой и поспешил дальше к работе, которая, как ни странно, находилась в трюме. Эта работа ожидала его как раз под нижней кормовой палубой, прямо ниже пола помещения золотом, где Брейзер так упорно искал опасность над головой и по сторонам. И чем ближе Никобар подходил к Англии, тем яснее становилось, что неприятности этого рейса не ограничатся сплетнями, раздражением капитана и тревогой вокруг золота. Едва судно миновало Гибралтар, как ласкары начали дрожать в своих тонких хлопковых штанах, а темнокожие юнги застегивали на себе старые твидовые куртки, какие только нашлись в их бедных мешках. Стоял январь, и холод постепенно забирался в трюмы, в проходы, в каюты, в мокрые рукава и заворотники, заставляя даже привычных моряков молча сутулиться. В Бискайском заливе погода разошлась с такой силой, что Никобар не столько шел,
сколько бился, содрогался и беспомощно бросался среди ревущего мира зеленой воды. Море грохотало вокруг него, накатывало сверху, снизу, с бортов, захлестывало палубы и проходы, будто пыталось вымыть из судна все живое вместе с угольной пылью и страхом. Потом, уже у входа в Ла-Манш, когда наступила ночь и судно с трудом продиралось вперед, внезапно что-то сдалось в самой глубине машины. Ход исчез, управление стало почти бесполезным, и вместо парохода, который должен был уверенно держать путь к Англии, в черной воде осталось тяжелое железное тело без ясной воли, потому что винт был сломан. К тому времени высокая волна немного улеглась, но море все еще оставалось злым, тяжелым и опасным, словно только на время уменьшило силу удара. На пароходе поставили те паруса, какие он мог нести, хотя пользы от них было немного, и начали кое-как пробиваться к Плимуту. Если обстоятельства заставили бы изменить решение, судно могло идти и к Фалмуту, лишь бы дотянуть до берега и не остаться в канале беспомощной игрушкой ветра. Так Никобар медленно бился через Ла-Манш по морю немного лучшему, чем прежде, но все еще далекому от спокойствия. Ночь была черная, плотная, почти непроницаемая, а мокрый снег со льдом хлестал по палубам, постепенно превращаясь в настоящий снег по мере того, как часы тянулись к утру. Судно тяжело продвигалось вперед сквозь такую всеобщую темноту, что казалось, будто сама ночь имеет вес и давит на мачты, трубы и людей. Над головой, под ногами и вокруг не было ничего, кроме черной пустоты, ветра и моря, и каждый звук становился громче от того, что глазу ни за что было зацепиться. Только если человек внезапно выходил к палубному фонарю, он с удивлением замечал крупные снежинки, которые бесшумно налетали из мрака, словно белые ночные мотыльки. В 4 склянки, то есть около 2 часов утра, впереди справа показался туманный огонь, и моряки поняли, что это маяк Эдистоун. Прошел еще час или два, но точное положение судна оставалось настолько сомнительным, что решили лечь в дрейф до рассвета и не рисковать вслепую. Однако приказ еще не был отдан, когда вдруг с левого кормового угла проступили смутные огни, а под ними обозначилась более плотная, неподвижная чернота. Почти в ту же секунду раздался крик, потом чудовищный удар, и весь Никобар содрогнулся от носа до кормы так, словно внутри него треснули кости. Не прошло и 10 секунд, как из кают, машинных помещений, кубриков и коридоров на палубу высыпали все живые души, разбуженные не командой, а самим страхом. В этот миг плавание Никобара закончилось окончательно, потому что это была не поломка, не штормовая случайность и не ошибка курса, а настоящее столкновение. Чужое судно сдало назад и исчезло в темноте, а оба парохода начали расходиться в разные стороны, хотя несколько человек с Никобара успели перескочить на другой борт. В эту минуту капитан Макри показал такую выдержку, что даже те, кто недолюбливал его, не могли бы отрицать его хладнокровие и власти над людьми. Он ни на мгновение не потерял командование, не закричал впустую, не заметался, не позволил панике подняться выше приказов, и каждая живая душа на борту почувствовала, что судном все еще управляют. Между тем Никобар уже начал оседать кормой и заваливаться на левый борт, и по этому медленному перекосу даже неопытный пассажир мог понять, что времени остается мало. Спасательные поясы раздали быстро, без толкотни и споров, и, к счастью, среди пассажиров были только 2 женщины и не было детей. Шлюпки спустили без несчастного случая, и вскоре 2 чужие шлюпки подошли настолько близко, насколько осмелились подойти от большого каботажного парохода, врезавшегося в Никобар. Последних пассажиров уже почти благополучно снимали с борта, когда Брейзер, бледный от тревоги и все еще думающий не только о людях, бросился к капитану. «Капитан, неужели с золотом мы уже совсем ничего не успеем сделать? Может быть, есть возможность спасти хотя бы 1 или 2 ящика, пока люди еще держатся спокойно?» К черту золото! Мистер Брейзер, занимайтесь шлюпкой и пассажирами, а страховые компании пусть потом сами ищут свои слитки на дне, если им так нужно. Брейзер исчез уже на первых словах капитана, словно ему хватило одного этого резкого ответа, чтобы понять, что теперь спорить о золоте было невозможно. Но сам капитан в тот же миг повернулся к стюарду, когда команда и люди из машинного отделения спешили к оставшимся шлюпкам. Они заговорили тихо, почти у самого борта, и среди общего шума, плеска, команд и скрипа шлюпочных толей их слова не могли расслышать все вокруг. Через несколько мгновений стюард отвернулся и пошел прочь так, будто получил приказ,
который нужно было выполнить быстро и без лишних объяснений. Берите самые подходящие вещи, а если не выйдет, просто бросим их за борт, только шевелитесь быстрее, судно не продержится и 10 минут. На самом деле Никобар продержался почти четверть часа, и эта короткая отсрочка показалась бы длинной только тому, кто наблюдал за ней с безопасного берега. Когда последние люди уже отошли от обреченного судна, капитан находился в последней шлюпке и был достаточно близко, чтобы увидеть, как огни Никобара уходят вниз. Один за другим они потускнели, дрогнули в снежной темноте, потом исчезли совсем, и там, где еще недавно был пароход с людьми, грузом и золотом, осталось только Черное море. Утро наступило серым и хмурым, словно даже небо не хотело смотреть на то место, где ночью закончился путь Никобара. Пароход лежал на глубине 5 метров, меньше, чем в миле от берега, и над беспокойной водой печально торчали только верхушки его мачт. Весь день море оставалось грубым и тяжелым, но снег уже прекратился, а ночью погода заметно успокоилась, будто дав людям возможность вернуться к погибшему судну. На следующий день агент Ллойда вышел из Плимута на паровом катере и начал обходить место крушения, оценивая положение судна и первые возможности спасательных работ. Вскоре подошел буксир спасательной компании и лег неподалеку от мачт, которые все еще виднелись над водой, как последние признаки затонувшего парохода. На первый взгляд имелись все шансы поднять Никобар, если удастся закрыть пробоину, откачать воду и заставить судно снова держаться на поверхности. С буксира спустили водолаза, чтобы он осмотрел борт и измерил разрыв, который чужой пароход оставил в железной стороне Никобара. Нужно было заранее приготовить дубовые рейки и обшивку, чтобы закрыть отверстие перед откачкой, а без точного размера пробоины такая работа могла превратиться в пустую трату времени. Осмотр был сделан быстро, необходимые телеграммы отправлены, и буксир остался на месте на всю ночь, готовясь на утро спустить сразу нескольких водолазов. Первым делом они должны были заняться золотом, потому что 200 тысяч фунтов в слитках лежали теперь на морском дне, и страховые компании вовсе не собирались оставлять их там дольше необходимого. И как раз в это время Мартин Хьюитт находился в Плимуте, где занимался для комитета Ллойда одним важным и довольно щекотливым делом. Он, конечно, услышал историю о крушении Никобара, потому что в порту такие новости расходятся быстрее ветра, особенно если вместе с судном на дно ушло золото. Разговаривая с агентом Ллойда о спасательных работах, которые только начинались, Хьюитт узнал имя представителя спасательной компании на буксире. Этого человека звали Перси Меррик, и Хьюитт сразу узнал имя, потому что Меррик был его давним знакомым. Поэтому в тот день, когда водолазы работали в помещении с золотом на затонувшем Никобаре, Хьюитт позволил себе небольшой перерыв и около полудня поднялся на буксир. Там он нашел Меррика, крупного, приветливого мужчину лет 38, с открытым лицом человека, который привык распоряжаться тяжелой работой и не делать из нее тайны. Меррик искренне обрадовался Хьюитту, но радость эта заметно смешивалась с тревогой, потому что утренняя работа на затонувшем судне дала странный и неприятный результат. Вы очень кстати появились, Хьюитт, потому что у нас здесь не просто подъем груза, а какая-то загадка, и я пока не вижу ей нормального объяснения. Я слышал, что Никобар затонул с золотом на борту, но по вашему лицу вижу, что дело теперь не только в самом крушении. Именно так, на борту было золото на 200 тысяч фунтов. Это точно установлено. Никаких сомнений в сумме и документах у нас нет. Слитки были уложены в 40 ящиков, каждый ящик стоимостью 5000 фунтов. И весь этот груз должен был находиться в специальном помещении. Но теперь у нас только 38 ящиков. Ни больше, ни меньше, а 2 ящика исчезли так ясно, будто их кто-то вынул и унес. Полагаю, ваши люди ничего не могли сделать с ними незаметно, особенно если подъем проходил под наблюдением и каждый ящик сразу принимали на палубе. Нет, в наших людях здесь я почти уверен, потому что водолаз не может просто вынести такой груз так, чтобы его не заметили на каждом этапе. Их поднимают сюда, на палубу, потом отвинчивают шлемы, проверяют снаряжение, принимают груз, и спрятать ящик золота при всем этом невозможно. К тому же, ради такого случая я сам спускался вместе с ними, так что речь не о слухах и не о докладе снизу, я видел помещение собственными глазами. Так вы и сами спускаетесь под воду, Меррик. Признаюсь, я думал, что обычно вы управляете людьми с палубы и принимаете их отчеты.
Иногда надеваю костюм, когда дело требует личного взгляда. А сегодня как раз был такой случай, слишком уж важный груз лежал внизу. Передвигаться по затонувшему судну оказалось не так трудно, как можно было ожидать. И ключи от помещения с золотом я нашел там, где капитан сказал их искать. Они лежали в капитанской каюте, но после пары дней в соленой воде запорные устройства уже не стоили почти ничего, так что ключи оказались бесполезны. Мы просто взломали дверь ломами, словно обычные грабители, а потом увидели, что могли бы добраться до помещения еще легче снаружи. Вы хотите сказать, что столкновение открыло какой-то другой путь к помещению с золотом, и пробоина оказалась ближе к нему, чем можно было предположить? Да, тот каботажный пароход вошел прямо в бункер рядом с помещением для золота и разорвал железный лист, который отделял этот бункер от ящиков. Но 2 пропавших ящика не могли просто вывалиться через этот разрыв наружу, иначе их отсутствие объяснилось бы крушением, а не человеческой рукой. Нет, мы первым делом проверили именно это. Но такой случай невозможен, потому что судно лежит с креном в другую сторону, на правый борт. Кроме того, ящики были сложены не настолько высоко, чтобы достать до разорванной части переборки, так что через пробоину они сами выйти не могли. Как я уже сказал, дверь мы взломали, вошли внутрь и нашли там 38 запечатанных ящиков со слитками. Ровно 38 и ни одного больше. Сейчас они лежат внизу, в кормовой каюте нашего буксира. И если хотите увидеть их сами, пойдемте, потому что на словах эта история выглядит еще страннее. Ящиков действительно было 38, и все они лежали перед Хьюитом в кормовой каюте буксира. Аккуратные, тяжелые и на первый взгляд совершенно нетронутые. Это были сосновые ящики, стянутые железными обручами и опечатанные на каждом соединении, так что любое вскрытие должно было оставить заметный след. Каждый ящик был примерно 18 дюймов в длину, около фута в ширину и 6 дюймов в глубину. Достаточно мал, чтобы его можно было переносить, но достаточно тяжел, чтобы не обращаться с ним легко. Они были связаны попарно крепкими веревками, видимо для удобства подъема и переноски, и именно эта деталь сразу привлекла внимание Хьюита. Скажите, Меррик, эти ящики вы сами связали таким образом уже после подъема? Или они находились попарно связанными еще в помещении с золотом? Нет, мы их так и нашли, Хьюит. Ничего не перекладывали и не перевязывали. Только зацепляли каждую пару блоком крючками и поднимали сюда на буксир. Значит, внизу они уже лежали парами, и если 2 ящика исчезли, то исчезла как раз одна такая пара, а не 2 случайно выбранных ящика по отдельности. Похоже на то, хотя я пока не берусь сделать из этого вывод, потому что вся картина и без того выглядит слишком странно для обычной аварии. Что вы уже предприняли насчет 2 пропавших ящиков, кроме самого осмотра помещения и проверки того, что они не могли выпасть через поврежденную переборку? Я сразу отправил телеграмму в контору. Разумеется, потому что здесь речь не о мелкой недостаче, а о 10 тысячах фунтов золотом. Кроме того, я послал за капитаном Макри. Он, насколько мне известно, все еще находится поблизости, и за Брейзером, вторым помощником Никобара. Именно Брейзер отвечал за помещение с золотом во время рейса, так что если кто-то из людей судна может что-нибудь знать, то прежде всего они двое. Во всяком случае, одно ясно совершенно точно. В начале плавания было 40 ящиков, а теперь перед нами только 38. На несколько мгновений в каюте стало тихо, и в этой тишине слышалось только глухое дыхание буксира, легкий стук воды о борт и едва заметное поскрипывание связанной веревками тяжести. Кстати, Хьюит, ведь это почти ваша область, не так ли? 2 ящика исчезли из запертого помещения, да еще после крушения, так что дело словно само просится к вам. Если вы поручите мне заняться этим, Меррик, я могу начать хоть сейчас, тем более, что пропавшие 10 тысяч фунтов выглядят довольно убедительным приглашением. Формально я не могу дать вам поручение без разрешения конторы. Это вы понимаете не хуже меня, но подумать над делом вам никто не запретит. Если у вас есть свободный час и желание примерить вашу знаменитую мыслящую шляпу, то вреда от этого точно не будет, хотя пока у нас почти нет материала. Вы можете выслушать Макри и Брейзера, посмотреть на ящики, сопоставить обстоятельства, а если увидите настоящий след,
я немедленно телеграфирую и оформлю поручение официально». Хьюит улыбнулся, но ничего не ответил сразу, потому что в этот момент в дверь каюты постучали, и почти следом внутрь вошел капитан Макри. Он выглядел усталым после пережитого крушения, но его лицо все еще сохраняло жесткое выражение человека, привыкшего командовать и не любящего объясняться. «Вы мистер Меррик. Полагаю, это вы посылали за мной, потому что мне передали, что с золотом возникли какие-то неприятности». «Да, капитан, я Меррик, представитель спасательной компании, и благодарю вас, что пришли так быстро, поскольку нам нужно уточнить несколько важных обстоятельств». «Я капитан Макрис Никабара, хотя после вчерашней ночи это звучит уже почти как воспоминание, и готов ответить на ваши вопросы, если смогу». Меррик подробно объяснил ему все, что удалось установить. 40 ящиков по документам, 38 найденных, взломанная дверь, пробоина у хранилища и невозможность случайной потери через разрыв. «Я подумал, капитан, что, возможно, сведения о числе ящиков были переданы мне неверно, и на самом деле в помещении с золотом могло находиться не 40, а меньше». «Нет, здесь ошибки быть не может. Ящиков было именно 40. И в этом отношении ваши сведения совершенно верны, так что недостающие 2 действительно куда-то исчезли. Впрочем, возможно, я сумею дать вам не доказательства, конечно, но своего рода направление, на которое вам стоило бы обратить внимание». Произнося эти слова, капитан Макри пристально посмотрел на Хьюита, словно не был уверен, можно ли говорить при постороннем человеке о том, что пришло ему в голову. «Это мистер Мартин Хьюит, капитан, и при нем вы можете говорить совершенно свободно, потому что он, можно сказать, уже присматривается к этому делу. Если здесь действительно есть не просто ошибка и не случайность, а чья-то рука, то лучшего человека для первых выводов мы вряд ли найдем». В таком случае, если говорить между нами и без лишней огласки, я бы посоветовал вам внимательно присмотреться к Брейзеру, моему второму помощнику. Он, как вы уже знаете, отвечал за это помещение во время рейса, и все поведение этого человека с самого начала вызывало у меня крайне неприятное чувство. Вы хотите сказать, капитан, что мистер Брейзер может сообщить нам что-то полезное о состоянии помещения, замках, ключах или порядке наблюдения за золотом? Очень возможно, что он мог бы сообщить много полезного, если бы оказался достаточно глуп, чтобы говорить прямо, но я вовсе не уверен, что вы получите это вопросами. Я скорее хотел сказать другое. За Брейзером следует наблюдать, потому что иногда человек выдает себя не словами, а тем, как он ходит, молчит и оглядывается. Вы предполагаете, что он мог быть каким-то образом связан с исчезновением 2 ящиков? Или пока речь идет только о вашем личном подозрении по его поведению? Если говорить откровенно и все так же между нами, я считаю такую связь весьма вероятной, потому что весь рейс Брейзер держался странно, нервно и слишком настойчиво. Он был не просто внимателен к своим обязанностям, а будто заранее ждал неприятностей возле этого золота и все время возвращался к одной и той же мысли. Что именно в его поведении показалось вам подозрительным? Капитан, и с какого момента вы начали думать, что его тревога может быть непростой служебной осторожностью? Дело в том, что он все время носился со своей ответственностью. Мистер Хьюит говорил о ней при каждом удобном случае и будто нарочно показывал всем, какая на нем тяжесть. Он притворялся, что подозревает кочегаров, плотника, стюарда, да чуть ли не каждого встречного, будто весь экипаж только и думал, как пробраться к этим ящикам. И уже одно это почти заставляло меня смотреть на него с подозрением, потому что человек слишком настойчиво кричал о чужой вине и собственной добросовестности. Он был такой правильный, такой внимательный, такой усердный, а все остальные в его глазах выглядели отчаянными ворами, готовыми в любую минуту кинуться на золото. Он все повторял, что когда-нибудь часть слитков непременно пропадет, и говорил это так часто, что мне начинало казаться, будто он заранее готовит себе оправдание. Не знаю, удается ли мне точно передать вам его манеру, господа, но уверяю вас, во время рейса она мне совсем не нравилась. И было не только это. Потому что он постоянно вынюхивал что-то возле помещения золотом, заглядывал в кладовую стюарда и лазил вокруг угольного склада с другой стороны. Однажды я даже застал его за тем, что он примерял ключи к висячим замкам, причем ключи эти были взяты из кладовой плотника. Каждый раз у него находилось одно и то же объяснение. Будто он услышал шум, заподозрил попытку проникновения или решил проверить то, что обязан был проверить. Всякий раз, когда я ловил его внизу, на нижней палубе,
он будто случайно оказывался именно там, где можно было следить за путями к золоту. То ему слышался стук, то чудилось движение, то он подозревал одного человека, то другого, и все это происходило слишком часто, чтобы выглядеть простой случайностью. Не знаю, сумел ли я передать вам свое впечатление, но могу сказать уверенно. Все его поступки в течение рейса казались мне крайне подозрительными. Я тогда решил, что если с золотом вдруг случится что-нибудь дурное, я обязательно вспомню поведение Брейзера и расскажу о нем тем, кто будет разбираться. Теперь дурное действительно случилось, и я рассказал вам все, что заметил, а уж приведет ли это куда-нибудь, должны решать вы. Понимаю, капитан, но позвольте мне уточнить одну важную деталь, чтобы картина не распалась на одни только впечатления и подозрения. Вы говорите, что мистер Брейзер отвечал за помещение золотом, но при этом пробовал на замках ключи из кладовой плотника, где в это время находились настоящие ключи. Настоящие ключи находились в моей каюте и выдавались только тогда, когда я знал, зачем они нужны и кто именно собирается открыть помещение. Между двумя висячими замками стоял замок Чабба, но, по правде говоря, добыть дубликат для Брейзера не было бы особенно трудно. Когда мы принимали золото на борт, он мог снять восковой отпечаток с моего ключа, если получил его хотя бы ненадолго и заранее решил воспользоваться случаем. Допустим на минуту, что он действительно сумел взять эти два ящика. Куда, по-вашему, он мог бы спрятать их после кражи? Капитан Макри пожал плечами и улыбнулся той неприятной улыбкой, в которой было больше раздражения, чем настоящего веселья. Сказать наверняка невозможно. Он мог спрятать их где-нибудь на борту, хотя я лично не считаю такой вариант особенно вероятным. Ему было бы чертовски трудно высадить их в Плимуте, потому что золото всегда выгружается там, и при малейшей недостаче судно немедленно обыскали бы сверху донизу. Каждый дюйм перебрали бы без разговоров, а значит, ему пришлось бы как-то вынести добычу на берег еще до выгрузки остального золота, что почти невозможно. Если он все же успел это сделать, тогда эти ящики где-нибудь внизу, на затонувшем судне или возле него, но я не думаю, что это самый разумный путь. Куда вероятнее, что он просто сбросил их за борт в каком-нибудь знакомом иностранном порту, отметил место и рассчитывал вернуться за ними позднее. Так что пространство для поисков у вас, господа, довольно широкое. Вся вода от этого места до самой Якогамы, если угодно. Капитан коротко рассмеялся, но смех его не сделал сказанное менее неприятным, потому что мысль о золоте, брошенном где-нибудь в чужой гавани, звучала вполне возможной. Вскоре после этого Макри поднялся, собираясь уходить, и в ту же минуту в дверь каюты постучал человек с палубы. «Мистер Мерик, прошу прощения за беспокойство, но мистер Брейзер уже прибыл на борт и ожидает распоряжения. Впустить его сразу или пусть подождет снаружи». Теперь вы сможете поговорить и с ним, господа, так что у вас будет возможность сравнить его объяснение с тем, что я уже сказал. С этими словами капитан простился и вышел, оставив после себя тяжелое ощущение человека, который не просто поделился подозрением, осторожно подтолкнул чужую мысль в нужную сторону. «Там вместе с ним, сэр, находится еще стюард с Никобара и плотник. Они тоже пришли на буксир и, кажется, хотят быть поблизости». Хорошо, сначала мы примем мистера Брейзера, а остальных пока попросите подождать, потому что слишком много голосов сразу только запутают дело. Матрос исчез, и Меррик повернулся к Хьюиту с выражением человека, которому уже стало ясно, что история начинает распространяться быстрее, чем он рассчитывал. Похоже, слухи уже разошлись, Хьюит, потому что я посылал только за Брейзером. А если пришли еще и эти двое, возможно, им тоже есть что сказать. Брейзер появился почти сразу, и вошел он не как человек, которого нужно расспрашивать, а как человек, который давно ждал случая выложить все накопленное. Его едва пришлось убеждать говорить при Хьюите, потому что желание объяснить собственную правоту было сильнее всякой осторожности. Я говорил об этом весь рейс, мистер Меррик. И теперь, когда два ящика действительно исчезли, никто уже не сможет сказать, что я тревожился без причины. Помещение с золотом было не хранилищем, а жестяной коробкой, к которой можно подобраться чуть ли не с любой стороны, если знать устройство нижних палуб. Меня нисколько не удивляет эта потеря, потому что я предсказывал ее с самого начала, а меня вместо внимания только одергивали и выставляли смешным. Те, за кем следовало бы наблюдать особенно внимательно,
Это капитан Макри и стюард, потому что такой близости между капитаном и стюардом я прежде никогда не видел. Кладовая стюарда примыкала прямо к помещению с золотом, и между ними стоял только жалкий лист котельного железа толщиной 3/8 дюйма. Согласитесь, не каждый день встретишь капитана в кладовой стюарда, даже если они приятели, а я находил Макри там снова и снова. И стюард держал там инструменты котельщика, в этом я могу поклясться, потому что сам видел достаточно, чтобы понимать, насколько это опасно рядом с золотом. Он ведь действительно был котельщиком, а значит, вполне мог открыть какой-нибудь стык, пройти через переборку и потом снова заделать все так аккуратно, что никто не заметил бы. Он постоянно возился в своей кладовой. И однажды я совершенно ясно услышал оттуда стук, не случайный звон посуды, а настоящий рабочий стук по металлу. Когда я спустился проверить, я встретил там самого капитана, выходившего из кладовой стюарда, и он тут же набросился на меня за то, что я оказался внизу. Но еще раньше он набросился на меня из-за замков, потому что я обнаружил, что на судне есть другие ключи, которые подходят к висячим замкам двери. Почему капитан должен бранить и угрожать мне за то, что я выполнял свою обязанность, следил за помещением с золотом и проверял очевидную слабость защиты? Вот именно это ему и не нравилось. Ему было достаточно увидеть, что я тревожусь о золоте, чтобы он сразу пришел в ярость и попытался отогнать меня. А о его характере и говорить нечего. Вся служба компании знает его жадность и мелочность, потому что ради лишней выгоды он пойдет почти на что угодно. Хорошо, мистер Брейзер, но есть ли у вас не просто подозрение, а более определенная мысль о том, что именно стало с пропавшим золотом? Есть, и я скажу прямо. Я не думаю, что эти ящики были сброшены за борт где-нибудь в иностранном порту, как это теперь удобно предполагать. Значит, по-вашему, золото все еще находится на судне, спрятанное где-нибудь в трюме или в таком месте, куда водолазы еще не успели добраться? Нет, я думаю иначе. И убежден, что капитан со стюардом вынесли золото на берег в ночь крушения. По одному ящику каждый, прямо в спасательных шлюпках. Но разве такой груз не заметили бы другие люди? Особенно, когда после столкновения все смотрели друг на друга, торопились к шлюпкам и цеплялись за любую возможность спастись. В такую черную ночь это вовсе не обязательно, потому что ящики не так велики, как кажется. Посмотрите сами на эти размеры и представьте суматоху после удара. Один ящик примерно 1,5 фута и около 6 дюймов глубиной. Его можно спрятать под большим пальто или прикрыть чем-нибудь на коленях. Разумеется, он тяжелый, фунтов 80 или 90 вместе с деревом и железом. Но для сильного мужчины это не такая уж невозможная ноша. Особенно если груз удобной формы. Ночь почти непроглядная. Вокруг крики, мокрый снег, страх, шлюпки, команды, и никто не рассматривает чужие руки слишком внимательно. А теперь послушайте одну вещь, потому что я последний день или два вовсе не спал и не сидел сложа руки, как кое-кто мог бы подумать. У меня еще тогда, в ночь крушения, мелькнула мысль, что здесь может быть какая-то игра, потому что я хотел спасти хоть часть золота. Но капитан не позволил мне даже приблизиться к помещению со слитками. Он отогнал меня оттуда так резко, что это сразу показалось мне очень странным. Сам капитан сошел на берег последним, в шлюпке, которую прислал тот каботажный пароход, что врезался в нас и потом ушел в док на ремонт. Экипаж того парохода теперь в основном свободен и шатается по берегу. Так что я нашел одного матроса из той самой шлюпки и осторожно его разговорил. Я не стал задавать вопросы в лоб, конечно, а постепенно вытащил из него все, что он мог вспомнить. И он уверяет, что у капитана действительно был сверток. Небольшой, но тяжелый сверток, именно такой, какой мог бы быть деревянным ящиком со слитками, спрятанным или завернутым, чтобы не бросаться в глаза. В тех обстоятельствах матрос не мог описать все совершенно точно. Но ему запомнилось, что вещь была вроде квадратного деревянного ящика примерно такого же размера. Это уже любопытнее, мистер Брейзер. Хотя воспоминания человека после ночной аварии и спасения всегда требуют осторожности, особенно если его расспрашивали не сразу. Согласен.
Но это еще не все, мистер Хьюитт, потому что дальше я сделал кое-какие расспросы на железнодорожной станции. И там нашел след куда тверже. Брейзер поднял указательный палец, подержал его в воздухе с торжеством человека, который припас главный довод, и резко опустил палец на стол. Вчера со станции отправили в Лондон 2 тяжелые посылки, деревянные ящики, завернутые в коричневую бумагу, и по размеру они почти точно подходили к этим. Перед отправкой бумага на одном месте порвалась, и служащий увидел, что внутри ящики стянуты железными обручами, точно так же, как эти ящики со слитками. С этими словами второй помощник победно указал на груду ящиков в стороне каюты, словно перед ним уже лежало не золото, а доказательство его правоты. Недурно, мистер Брейзер. Вы проявили настоящую наблюдательность. И должен признать, что для человека без сыщицкой практики вы действовали довольно энергично. Удалось ли вам выяснить, кто принес эти 2 посылки на станцию и на чей адрес они были отправлены в Лондон? До этого я пока не добрался, потому что служащий, естественно, не знал меня и не собирался сразу выкладывать адреса постороннему человеку. Но я сумел разговорить его дружески. Мы сошлись лучше, чем в начале, и сегодня днем я собираюсь встретиться с ним снова, уже не на службе. У него свободный послеобеденный час, мы будто бы просто прогуляемся, а там я постараюсь узнать, куда ушли эти ящики и кто именно их отправил. Разумеется, выясните все, что сможете, потому что такая подробность может оказаться очень важной, особенно если адрес приведет нас к знакомому имени. Если получите действительно ценные сведения, сразу сообщите мистеру Мэрику или мне, не откладывая до вечера и не пытаясь вести дело совсем в одиночку. Есть ли у вас еще что-нибудь, мистер Брейзер, какое-либо наблюдение, имя, движение на берегу или странность после того, как людей сняли с Никобара? Пока, пожалуй, нет, но думаю, что сказанного достаточно для начала. И если мне удастся вытянуть из служащего адрес, картина станет куда яснее. Я обязательно сообщу вам все новое, потому что теперь уже не время молчать, когда мои прежние тревоги начали сбываться почти слово в слово. Брейзер ушел с видом человека, который не просто дал показания, а почти выиграл спор со всем судном, которое прежде считало его подозрение пустой тревогой. После него в каюту ввели Нортона, бывшего стюарда Никобара, худого, проницательного на вид человека с землистым лицом и голосом таким глухим, будто он говорил из пустого погреба. «Я услышал, господа, что с ящиками золота вышла какая-то странность, и потому счел своим долгом явиться сюда и сообщить все, что может оказаться полезным. Не думаю, что мои сведения велики, но в таком деле даже самая мелкая подробность иногда помогает, если она ложится рядом с другой такой же мелочью». Мы вас слушаем, мистер Нортон. Говорите спокойно и по возможности отделяйте то, что вы видели сами, от того, что слышали от других людей. Если позволите говорить строго доверительно, я бы посоветовал обратить внимание на Уикинса, плотника, потому что его работа внизу во время рейса казалась мне странной. Я не хочу быть несправедливым к человеку без доказательств, но моя кладовая находилась рядом с помещением для золота, и потому я слышал многое. Уикинс очень долго работал как раз ниже, под полом помещения с золотом, и по звуку мне казалось, что он находится почти прямо под ящиками. Конечно, я мог ошибаться, потому что на судне звук идет странными путями, через железо, пустые отсеки, переборки и трубы, но все же это было очень заметно. Меня удивляло, что у плотника все время находилась какая-то работа именно в том месте, будто весь корабль сошелся для него под одним подозрительным углом. Кроме того, говорили, и я склонен этому верить, что у Уикинса среди его запасов хранились ключи, которые подходили к висячим замкам двери помещения золотом. По-моему, это очень подозрительное обстоятельство, потому что плотник с инструментами, ключами и постоянной работой прямо под помещением золотом выглядит слишком удобным человеком для такой кражи. Более определенного я сказать не могу, и предлагаю свои мысли лишь как осторожное наблюдение, без желания обвинить невиновного человека ради пустой догадки. Если мои подозрения окажутся ложными, никто не будет рад больше меня, потому что я не люблю портить человеку имя без настоящей причины. Он хотел остановиться на этом, но затем чуть наклонил голову, задумчиво покачал ею и снова заговорил своим глубоким, почти могильным голосом. И все же, господа, все же я не могу отделаться от мысли, что Уикинс знал возле помещения золотом больше, чем простой плотник должен был знать. Благодарю вас,
Мистер Нортон, мы не забудем того, что вы сказали. И если ваши сведения помогут найти золото, вы, разумеется, не останетесь без внимания. Надеюсь на это, сэр, потому что я пришел не ради пустых разговоров, а чтобы помочь делу, насколько позволяют мои наблюдения и моя совесть. Я со своей стороны не перестану наблюдать за плотником, потому что заметил Уикинса здесь, на буксире, и его появление кажется мне совсем не случайным. Если вы намерены расспрашивать его, я бы очень просил делать это осторожно, чтобы он не понял раньше времени, что на него уже смотрят внимательнее обычного. Можете не беспокоиться, мистер Нортон, мы не станем бросаться на него с обвинениями, пока не узнаем, что именно он сам готов сказать. Кстати, мистер Нортон, если ваши подозрения против плотника окажутся верными, как по-вашему он мог распорядиться 2 ящиками золота после кражи? Думаю, сэр, он не стал бы держать их на судне, потому что после выгрузки золота и первой же недостачи корабль обыскали бы до последней щели. Скорее всего, он сбросил бы их где-нибудь за борт, в удобном месте, которое потом можно было бы найти снова, когда шум уляжется и опасность пройдет. После этого Стюарт ушел, оставив после себя тонкий след подозрения и надежды на вознаграждение, а Мэрик откинулся в кресле и громко рассмеялся. Нет, Хьюит, это уже становится почти фарсом, просто настоящим фарсом, хотя в центре этого фарса лежат 2 ящика золота на 10 000 фунтов. Какой же счастливой семьей они, должно быть, были на борту Никобара, если каждый все плавание смотрел на соседа, как на будущего грабителя. Теперь выходит так. Капитан следит за 2-м помощником, 2-й помощник следит за капитаном и стюардом, а стюард следит за плотником. Картина великолепная, почти театральная, и теперь нам остается принять плотника и узнать, кого именно подозревает он, потому что круг еще не замкнулся. Хьюит не ответил, но глаза его весело блеснули, и это веселье было не легкомысленным, а тем особым оживлением сыщика, который начинает видеть форму дела за шумом голосов. Вскоре плотника привели в каюту, и он вошел мягко, почти почтительно, оглядывая присутствующих глазами человека, который заранее взвешивает каждое слово. Добрый день вам, господа. Прошу простить, если являюсь не совсем вовремя, но могу ли я иметь честь обратиться к представителям спасательной компании? Вы пришли как раз туда, мистер Уикинс. Это и есть наш маленький спасательный штаб, так что садитесь и говорите, что привело вас сюда. Плотник осторожно чихнул в ладонь, устроился на краю стула и заговорил мягким, почтительным тоном человека, который хочет казаться скромнее, чем есть. Я взял на себя смелость прийти, господа, потому что услышал, будто из поднятого груза пропали ящики с золотом, хотя, возможно, слух дошел до меня неверно. Слух на этот раз не ошибся. Мы действительно нашли меньше золота, чем должны были найти. И теперь уже кажется, об этом знает половина берега. Недостает 2 ящиков, мистер Уикинс. И если вы случайно не знаете, где они находятся, то мы готовы выслушать хотя бы то, что вам известно. Прямо сказать, где они, сэр, я, к сожалению, не могу, и не стану притворяться, будто знаю больше, чем знаю на самом деле. Но если я способен дать ценное сведение, которое может привести к возвращению пропавшего, то, полагаю, могу без обиды рассчитывать на небольшое разумное вознаграждение. Да, мистер Уикинс, с этим все будет в порядке, компания поступит достойно. И думаю, страховщики тоже не останутся в стороне, если сведения помогут делу. Если я могу принять это как обещание между джентльменами, именно между джентльменами, тогда я готов рассказать то, что слышал перед самой гибелью судна. Со стороны компании можете считать это обещанием, и я прослежу, чтобы ваши старания были оценены, конечно, если сказанное действительно приведет нас к результату. При таком условии, сэр, разумеется, потому что я не прошу награды за пустые слова, а только за сведения, которые могут оказаться полезными. История моя не длинная, господа, и относится к тому, что я услышал на борту Никобара в последние минуты, когда судно уже уходило под воду. Пассажиров к тому времени сняли, команда и люди из машинного отделения спешили по шлюпкам, а я оказался совсем рядом с капитаном, почти у его локтя. Он повернулся к стюарду и заговорил тихо, не заметив, по всей видимости, что я стою так близко и могу расслышать достаточно. Капитан сказал примерно так. «Нортон, почему бы нам не попробовать взять эти вещи на берег вместе с собой,
ты понимаешь, ящики. Потом он добавил, что, по его мнению, мы находимся довольно близко к суше, и море уже не такое страшное, чтобы это было совсем невозможно. Он сказал стюарду, что тот пусть берет один ящик, а сам капитан попробует взять другой, только без лишнего шума и без показного усердия. А потом, когда стюард уже отходил, капитан произнес громче, что это самые подходящие вещи, и в худшем случае они просто сбросят их за борт. После этого он велел ему поторопиться, потому что судно не продержится долго, и дальше я уже сел в ближайшую шлюпку и больше ничего не слышал. Это все, мистер Уикинс. Или после того разговора вы заметили еще что-нибудь, что могло бы подтвердить ваши слова не только памятью, но и действием? Да, сэр, это все, что я слышал, но, по-моему, даже этого вполне достаточно, потому что смысл сказанного был совершенно ясен. Капитан и стюард собирались взять 2 ящика, по одному каждый, тихо вынести их вместе со спасавшимися людьми и воспользоваться ночной суматохой. Капитан сам назвал их самыми подходящими вещами, а теперь, как вы говорите, из помещения с золотом исчезли ровно 2 ящика, не 1 и не 3. Разве этого мало, господа, чтобы хотя бы внимательно проверить капитана и стюарда, прежде чем искать виновного где-нибудь среди людей попроще? Плотник не успокоился, пока Мэрик не записал слова капитана почти дословно, с теми оговорками и выражениями, которые Уикинс якобы запомнил. Только после того, как обещание награды было повторено от имени компании, Уикинс поднялся, почтительно поклонился и вышел из каюты с видом человека, который удачно вложил свое подозрение в надежду на будущую награду. Ну что ж, Хьюит, признаюсь, дело становится все более странным. И после слов плотника версия против капитана выглядит уже совсем нехорошо. Если сложить показания Уикинса и то, что рассказал Брейзер, получается довольно крепкая цепь, и, признаюсь, обычный человек уже назвал бы это почти доказательством. Но какое же это все-таки дело? Черт возьми, с одной стороны, кому-то оно может выйти очень серьезно, а с другой в нем есть что-то почти нелепое. Интересно, сумеет ли Брейзер вытянуть что-нибудь еще на станции? Потому что если он узнает адрес тех 2 посылок, разговор станет куда короче. Жаль только, капитан и стюард, если уж они взялись разыгрывать невиновность, не договорились заранее, кого именно им следует притворно подозревать. Один указывает на Брейзера, другой на плотника, а вместе это выглядит так, будто вся команда Никобара решила устроить нам маленький театр. Не обязательно, Мэрик. Если капитан и стюард действительно сговорились и понимают, что делают, они как раз будут избегать слишком одинаковых рассказов. Люди в сговоре нередко стараются казаться независимыми друг от друга, потому что 2 слишком согласных голоса иногда звучат подозрительнее 2 разных. Скажите лучше, золото было в слитках, насколько я понимаю, а не в монетах и не в россыпи, где часть груза могла бы легко затеряться? Да, в слитках, по 5 слитков в каждом ящике. И если память мне не изменяет, каждый слиток весит примерно 16 фунтов. Значит, каждый ящик содержал около 80 фунтов золота, не считая дерева, железных обручей и упаковки, а это уже весьма выразительная тяжесть. Хьюит вынул часы, посмотрел на стрелки и на несколько мгновений задумался, словно мысленно ставил рядом все услышанные показания и проверял их на вес. Сейчас почти 2 часа, и если я действительно должен чем-то помочь в этом деле, мне нужно спокойно обдумать все услышанное, не торопясь за первой очевидной версией. А пока, если это возможно устроить, я бы с огромным интересом хотел спуститься под воду в водолазном костюме и осмотреть Никобар собственными глазами. У меня давно было любопытство увидеть, как выглядит мир под водой, а теперь, кажется, представился случай совместить любопытство с пользой для расследования. Поверьте мне, особого удовольствия в этом мало, особенно при такой погоде. И если вас просто тянет к морским впечатлениям, лучше выбрать более теплое время года. Разве только вы думаете, что сумеете узнать что-нибудь полезное, блуждая по затонувшему Никобару и вынюхивая следы там, где уже работали водолазы? Хьюит чуть поднял брови и поджал губы, не то улыбаясь, не то удерживая ответ, потому что в его глазах уже появилось то особое спокойное упрямство, которое я хорошо знал. Возможно, я замечу какую-нибудь мелочь, а возможно, не замечу ничего, но в делах такого рода заранее нельзя знать, где лежит нужная подробность. Если я берусь за расследование,
Я всегда стараюсь увидеть и услышать все, что только можно увидеть и услышать, даже если сначала это кажется неважным. Улики часто лежат там, где их меньше всего ждут, а человек, который довольствуется чужими выводами, рискует пройти мимо самого простого ответа. Кроме того, вполне возможно, что другого случая испытать водолазный костюм у меня уже не будет, так что если это можно устроить, я был бы признателен. Хорошо, если вы настаиваете, вы спуститесь. А поскольку это ваш первый опыт, я сам пойду вместе с вами и прослежу, чтобы все прошло как следует. Думаю, большинство людей сейчас на берегу, так что нам не придется мешать основной работе. Идемте, пока день еще позволяет сделать это без лишней суеты. Хьюита сначала облачили в шерстяную одежду, затем в тяжелые резиновые части костюма, которые постепенно превращали живого человека в неуклюжую фигуру для подводного мира. На каждую ногу ему пристегнули башмак со свинцовой подошвой весом в 20 фунтов, и уже после этого движение стало требовать усилия и осторожности. Потом на спину и грудь повесили грузы, чтобы тело под водой не всплывало вверх, а удерживалось там, где нужно для работы и осмотра. Это костюм, которым обычно пользуется Галлен, очень толковый человек, и мы часто отправляем его первым, когда нужно снять размеры или осмотреть место повреждения. Работник он превосходный, спокойный и опытный, хотя есть у него один недостаток. Слишком уж он любит так называемую водолазную микстуру. Водолазную микстуру. Признаюсь, впервые слышу такое название и надеюсь, это не лекарство от морской болезни. После спуска можете попробовать, если захотите. Хотя для меня это слишком крепкая штука, кажется ром с джином, смешанный без особой заботы о слабом желудке. На голову Хьюиту надели красный ночной колпак, и только после этого сверху осторожно опустили медный шлем, блеснувший тусклым светом на палубе. Шлем закрепили коротким поворотом в сегментном винтовом соединении у шеи, и с этого мгновения голос человека уже будто отделялся от обычного мира. К концу всех приготовлений Хьюит почувствовал, что любое движение дается с огромным трудом, словно его тело стало чужим, тяжелым и неповоротливым. Тем временем Меррика облачили в такое же снаряжение, и рядом с Хьюитом появился второй медный силуэт, более уверенный и привычный к этой тяжести. Каждому дали сигнальный конец для подачи сигнала на палубу и электрическую лампу накаливания, без которой под водой их ожидало бы почти полный мрак. Наконец, переднее стекло на каждом шлеме было завинчено, последний просвет обычного воздуха исчез, и все было готово к спуску. Меррик первым перелез через бортовую лестницу и начал спускаться вниз, а Хьюит последовал за ним с заметным трудом, потому что тяжелый костюм не прощал ни поспешности, ни неловкого движения. Когда вода сомкнулась над его шлемом, ощущения сразу изменились, и та тяжесть, которая на палубе почти лишала его свободы, под водой стала иной, более странной. Нести груз стало легче, руки особенно казались почти невесомыми, но двигались медленно, словно сама вода удерживала каждое движение и требовала от человека терпения. Они опускались все ниже и ниже, осторожно, без резких движений, и вокруг еще было достаточно светло, пока они не приблизились к затонувшему судну. Но стоило им оказаться возле нижних палуб Никобара, как электрические лампы стали необходимы, потому что внутри судна полумрак сгущался быстро и густо. 1 или 2 раза Меррик говорил с Хьюитом, прижимая свой шлем к его шлему, потому что иначе человеческий голос под водой почти не имел власти. Следите за воздушным шлангом, сигнальным концом и проводом лампы. Хьюит, здесь каждый шаг может зацепить их за железо, дерево или обломки. Не спешите и не пытайтесь идти как по палубе, потому что под водой человек легко забывает о том, что за ним тянется целая жизнь наверх. То здесь, то там из сумрака выплывали смутные живые тени, привлеченные светом лампы, сверкнув боком, исчезали обратно в темной воде. Рыбы уже исследовали Никобар, как будто затонувшее судно с его каютами, трюмами, железом и человеческими тайнами стало частью их холодного подводного мира. Люк нижней палубы был открыт, и через него Меррик с Хьюитом осторожно прошли ниже, на ту самую нижнюю палубу, где начинались главные места этой загадки. Немного продвинувшись вперед, они увидели открытую дверь с разбитым замком, висевшим на ней бесполезной железной раной после утренней работы водолазов. Это была дверь помещения с золотом, дверь, которую утром взломали ломами, когда запоры после соленой воды уже не могли служить настоящей преградой.
Мэрик знаками показал Хьюиту, как именно были сложены ящики на полу, где стояла их масса и каким порядком их поднимали наверх. Одна из тонких стальных стен помещения была разорвана и вдавлена внутрь почти по всей верхней половине, словно огромная сила прошла рядом и смяла металл походя. Когда они вышли обратно и миновали открытую дверь, то оказались у громадной пробоины, которую нос чужого каботажного парохода оставил в боку Никобара. Железо, сталь, дерево и все, что держало судно целым, теперь торчало рваными краями, открывая в глубину страшный разлом. Через этот широкий провал они смотрели не в коридор и не в трюм, а прямо в неизмеримое море, темнеющее за раненым корпусом. Хьюит поднял руку и ощупал край переборки помещения золотом, там, где металл был разорван ударом и загнут внутрь. Разрыв выглядел так, будто сделан не в стальной стене, а в картоне, и эта легкость разрушения говорила о силе столкновения больше, чем любые слова. После осмотра они снова добрались до верхней палубы, и там Хьюит прижал свой шлем к шлему Меррика, чтобы сообщить ему новое намерение. «Я хочу немного пройтись по морскому дну возле судна. Меррик, не слишком далеко. Только посмотреть место снаружи и понять, как лежит корпус». Сказав это, он снова направился к лестнице, которая свисала через борт, и начал спускаться ниже, а Меррик последовал за ним с заметным удивлением. Дно оказалось из плотной, скользкой глинистой породы, какую часто находят у английских берегов, и поверхность его была местами усеяна камнями и странными пучками водорослей. У основания лестницы оба водолаза повернулись и сделали несколько шагов, чтобы взглянуть снизу на огромную рану в боку затонувшего Никобара. С этой точки пробоина выглядела еще страшнее, потому что открывала сразу трюм, нижнюю палубу и внутренности судна, будто корпус был рассечен одним чудовищным ударом. Хьюит отвернулся от пробоины и начал медленно ходить по дну, не как праздный наблюдатель, а как человек, который проверяет местность с какой-то своей мерой. 1 или 2 раза он останавливался и внимательно смотрел вниз на сравнительно ровную поверхность под ногами, словно искал не вещь, а след изменения. Затем он носком тяжелого башмака перевернул беловатый чистый камень, примерно величиной с хлебную буханку, и задержался над ним чуть дольше, чем ожидал Меррик. Потом Хьюит пошел дальше так же медленно, несколько раз останавливаясь, чтобы рассмотреть породу под ногами и странные неровности на глинистом дне. Наконец он наклонился над другим камнем, почти таким же крупным, но заросшим водорослями только с одной стороны и стоявшим у края углубления в глинистой породе. Хьюит подтолкнул этот камень в углубление, и тот лег туда так точно, что почти заполнил пустоту, после чего сыщик выпрямился и замер на несколько секунд. Меррик приблизил свой шлем к шлему Хьюита и громко заговорил, потому что его удивление уже пересиливало терпение. «Ну что, теперь вы удовлетворены, Хьюит? Или вам нужно осмотреть еще половину морского дна, прежде чем мы вернемся наверх и обсудим увиденное?» «Еще 1 минуту, Меррик, только 1 минуту. Мне нужно проверить расстояние от этого места до судна, иначе вся картина останется неполной». С этими словами Хьюит вдруг направился широкими, насколько позволял костюм, шагами в сторону Никобара, будто начал измерять пространство не рулеткой, а собственным телом. Дойдя до носовой части судна, он повернул обратно к тому месту, откуда начал, потом снова прошел к белому камню, который раньше перевернул башмаком. От белого камня он опять двинулся к борту судна, сохраняя тот же размер шагов и ту же странную сосредоточенность, которая все больше поражала Меррика. Меррик следил за ним в полном недоумении, потом поспешил следом как только мог, ориентируясь по свету лампы Хьюита в мутной подводной глубине. Когда они во второй раз дошли до носа Никобара, Хьюит повернул и пошел вдоль борта обратно к лестнице, не делая больше никаких знаков. На этот раз они не задержались на палубе затонувшего судна, а сразу начали подниматься выше и выше к более светлой воде над ними. И, наконец, после тяжелого, медленного подъема, оба водолаза снова вышли из подводной тишины в обычный мир воздуха, голосов, ветра и мокрой палубы. На буксире, пока Хьюита и Меррика освобождали из их водонепроницаемой брони, Меррик с любопытством посмотрел на своего спутника и вспомнил прежнюю шутку. «Ну что, Хьюит, после такого холодного путешествия под воду вы все-таки решитесь попробовать нашу знаменитую водолазную микстуру? Или это испытание отложим до лучших времен?» «Нет, Меррик, до такой храбрости я пока не дойду. Но немного виски в каюте приму с благодарностью,
если оно у вас найдется. И еще дайте мне карандаш и лист бумаги, потому что кое-какие числа лучше записать сразу, пока они не смешались с другими впечатлениями. Виски, карандаш и бумагу принесли почти сразу и Мартин Хьюитт, еще не вполне освободившись от тяжести подводного опыта, быстро написал несколько цифр. Он задержал листок в руке, словно эти простые отметки были для него сейчас важнее всех громких обвинений, которые только что звучали в каюте. Такие цифры очень легко забыть, Меррик, особенно если они кажутся пустяком в тот момент, когда вокруг слишком много более ярких обстоятельств. Меррик удивился, но ничего не сказал, потому что уже достаточно знал Хьюитта и понимал. Если тот записывает цифры сразу после осмотра, значит, цифры ему понадобятся. Когда оба снова оказались в каюте, уже в обычной одежде и с ощущением возвращенной человеческой легкости, Хьюитт попросил показать ему карту этого участка берега. Вот она, Хьюитт. Здесь рядом и берег, и глубокая вода, и все, что вам может понадобиться. Достаточно крупная, чтобы не щуриться над каждой линией. Я уже отметил карандашом место крушения, потому что нам это нужно для спасательных работ, и Никобар лежит почти точно носом на север, лишь немного отклоняясь к востоку. Раз вы уже начали отмечать положение судна, я позволю себе добавить на карту еще несколько карандашных линий, если вы не возражаете против временных пометок. Он развернул свой помятый листок с цифрами и принялся считать, измерять, сопоставлять расстояние и направление с такой сосредоточенностью, будто в руках у него был не простой карандаш, а ключ. Через несколько минут Хьюитт отметил на чистом клочке бумаги несколько точек, провел через них две линии, образовавшие угол, и перенес этот угол на карту. Затем он приложил линейку к одной стороне угла и стал продолжать линию до тех пор, пока она не встретилась с береговой чертой. Вот оно. Довольно любопытно. Ближайшая деревня к этой точке называется Лостелла, и, насколько вижу по карте, это единственная прибрежная деревня в той стороне. Он поднялся с места уже не как человек, который развлекается вычислениями, а как сыщик, которому внезапно понадобилось проверить живое свидетельство. Пришлите мне самого зоркого человека на борту, Меррик, особенно если он провел здесь весь вчерашний день и мог замечать все, что было видно с палубы. Но что это значит, Хьюитт? И к чему вся эта геометрия с углами, шагами и береговой линией? Неужели вы собираетесь найти золото по школьной арифметике? Возможно, именно так, Меррик. Но прежде мне нужен хороший наблюдатель, человек, который расскажет все, что видел вчера с палубы этого буксира. Если говорить честно, самый зоркий у нас, пожалуй, мальчишка. Иногда он наблюдает так назойливо, что от его глаз хочется спрятать даже собственные мысли. Я велю его позвать, потому что если на воде болталось что-нибудь заметное, этот маленький негодник наверняка видел это раньше взрослых. Мальчишка явился быстро, живой, курносый и дерзковатый на вид, с тем выражением лица, которое у портовых ребят часто заменяет и смелость, и нахальство. «Ну-ка, парень, собери весь свой ум и отвечай этому джентльмену точно, потому что сейчас от твоей памяти может оказаться больше пользы, чем от взрослых разговоров». Вчера возле места крушения, без сомнения, плавали разные обломки с Никобара, и мне нужно знать не вообще, а как можно точнее, что именно ты заметил. Да, сэр, обломки были. Я видел их целый день. Больше всего решетки от люков. Они болтались на воде и то подходили ближе, то уходили дальше. Я видел несколько таких решеток и сегодня, но вспомни хорошенько. Была ли среди них вчера одна не такая, как остальные, например, окрашенная, белая или заметная издали? Была. Сэр, я видел маленькую белую окрашенную решетку. Она качалась на воде дальше носовой мачты Никобара и сразу отличалась от прочего мусора. Ты уверен, что это была именно окрашенная белая решетка, а не случайный отблеск пены, мокрого дерева или снега на чем-нибудь обычном? Совершенно уверен. Сэр, это была единственная окрашенная вещь среди обломков. А сегодня ее уже не видно. Должно быть, ее куда-нибудь унесло водой. Ты толковый парень, и за такую память получаешь шиллинг. Держи глаза открытыми дальше, и, возможно, до старости найдешь еще немало шиллингов. Мальчишка исчез так же быстро, как появился, пряча награду с довольным видом, а Хьюитт повернулся к Меррику уже совсем серьезно. Теперь, Меррик, вам лучше отправить ту телеграмму, о которой вы говорили, потому что если поручение будет оформлено,
Я думаю, смогу вернуть это золото. Возможно, это займет некоторое время, а возможно, дело пойдет быстрее, чем кажется, но сейчас мне нужно немедленно сойти на берег и дойти до Ластеллы. Деревня всего в 2 или 3 милях вдоль берега, однако день уже клонится к вечеру, и скоро станет слишком темно для полезных расспросов. Но какой же след вы нашли, Хьюит? Я смотрел на те же камни, тот же корпус, те же обломки и решительно не понимаю, за что вы ухватились. Не сердитесь, Меррик, но официально у меня пока еще нет права иметь след, ведь поручение мне формально еще не дано и гонорар тоже не обещан. Когда все будет оформлено, я расскажу вам подробно, а пока достаточно того, что дорога ведет к Ластелле, и я хочу пройти ее до темноты. Хьюит посмеивался, но в этом смешке не было пустой игры, скорее удовольствие человека, который наконец увидел порядок там, где остальные видели только путаницу. Едва он сошел на берег, как на него почти набросился взволнованный Брейзер, державшийся так, будто нес в руках окончательное доказательство чужой вины. «Вот вы где, мистер Хьюит. Я как раз собирался снова идти на буксир, потому что добыл новые сведения и не хотел терять ни минуты. Вы помните, я говорил, что собираюсь встретиться с тем железнодорожным служащим и осторожно вытащить из него все, что касается 2 тяжелых посылок. Так вот, я сделал это, а потом почти убежал от него, даже не знаю, что он теперь подумает, но сведения оказались слишком важными. Когда мы шли вместе, на другой стороне улицы показался Нортон, Стюарт, и служащий сразу узнал его как одного из людей, приносивших те самые ящики. Второго человека он описал так, что я почти не сомневаюсь. Это был капитан Макри, хотя служащий, разумеется, не знал его имени. Я действовал осторожно, не давил слишком прямо, подводил разговор издалека. И в конце концов он проговорился о самом важном. Обе посылки были отправлены в Лондон на имя Макри, по его лондонскому адресу, и служащий даже проверил запись после моего первого визита, потому что сам заинтересовался. По-моему, этого уже более чем достаточно, и теперь я иду в Лондон, потому что уверен. Макри тоже отправится туда сегодня вечером. Я его не упущу, мистер Хьюит, только прошу пока держать все это в тайне, потому что преждевременный шум может спугнуть его раньше времени. Ревностный второй помощник выпалил все это почти одним дыханием и умчался дальше, даже не дождавшись ответа, словно уже видел себя победителем в собственной охоте. Хьюит посмотрел ему вслед с легкой, почти насмешливой улыбкой, но в этой улыбке не было доверия к слишком прямой дороге. Затем он повернулся к прибрежной дороге и направился в сторону Ластеллы, туда, куда его вели не громкие обвинения, а несколько цифр, белая решетка и странные камни на морском дне. На следующее утро, около 11 часов, Меррик получил записку, которую доставил на буксир лодочник из Ластеллы. Записка была написана рукой Хьюита, коротко, спокойно и с той легкой насмешкой, которая у него часто появлялась именно тогда, когда дело уже близилось к концу. Дорогой Меррик, получил ли я официальное поручение? Если нет, можете не беспокоиться. А если получил, будьте в 2 часа у поворота перед трактиром «Шхуна», сразу за Ластеллой. Привезите с собой легкую тележку, 1 полицейского, а лучше 2 и человека с лопатой, потому что нам, вероятно, предстоит немного покопаться в капусте. Не знаю, любите ли вы этот вид спорта, но сегодня он может оказаться довольно прибыльным. Ваш Мартин Хьюит. Постскриптум. Всех своих людей держите на борту, а мастера с лопатой возьмите из города, чтобы никто лишний заранее не понял, куда мы направляемся. Меррик немедленно отправился на берег, потому что ответ от его начальства пришел еще накануне вечером, уже после ухода Хьюита. Компания предоставила ему полную свободу действий, и теперь он мог поручить Хьюиту все, что сочтет нужным, не опасаясь канцелярских задержек. С полицейскими пришлось повозиться немного дольше, но все же он добыл 2 людей, а вот легкую тележку и рабочего с лопатой нашел без всякого труда. Вскоре вся маленькая партия уже ехала к назначенному месту. Меррик, 2 полицейских, человек с лопатой и тележка, которая должна была принять куда более ценный груз, чем обычная деревенская поклажа. Они прибыли раньше назначенного времени, но Мартин Хьюит уже ждал их у поворота, спокойный, собранный и совершенно не похожий на человека, который действует наугад. Вы приехали быстро, Меррик,
И это к лучшему, потому что я назначил самый ранний срок, который вы могли соблюсти с учетом полиции, тележки и лопаты. Скажите прямо, Хьюит, вы уже нашли золото? Или мы все еще едем только к предположению, которое может закончиться пустой ямой в чужом огороде? Не совсем нашел, если говорить строго. Но нашел вот это, и оно, на мой взгляд, стоит хорошей дороги. 2 полицейских и 1 очень полезной лопаты. С этими словами Хьюит поднял конец своей трости, и Мэрик увидел, что из него на полдюйма выступает острый кончик маленького буравчика. В его же лобке застряла крошечная стружка белого дерева, такая, какая остается после того, как буравчик входит в доску и вынимает из нее тонкий след. Что это еще значит, Хьюит? И каким образом маленький буравчик в вашей трости связан с 2 ящиками золота и капустой в Ластелле? Пока оставим объяснение. Мэрик, нам лучше двигаться дальше, потому что работа почти закончена. Дело оказалось довольно счастливым и в сущности совсем простым. Я расскажу все после, а сейчас мне важнее не разговор, а чтобы мы пришли на место прежде, чем кто-нибудь успеет насторожиться. За трактиром шхуна Хьюит остановил тележку, и все сошли на землю, стараясь не производить лишнего шума и не привлекать внимания раньше времени. Лошадь привязали поводьями к колу в живой изгороди, а дальше пошли пешком, оставив полицейских чуть позади, чтобы их появление не вызвало преждевременной тревоги. Они свернули в узкий переулок за несколькими маленькими, довольно грязными домиками, которые стояли лицом к морю, а позади каждого тянулся свой крохотный огород. Хьюит уверенно подошел ко 2-му огороду, толкнул низкую калитку и вошел внутрь так спокойно, будто был приглашен сюда хозяевами заранее. Большую часть участка занимала капуста, и в общем она выглядела вполне здоровой, крепкой и довольной своим морским воздухом и влажной землей. Но 6 головок, стоявших рядом одной подозрительной группой, резко отличались от остальных. Они поникли, пожелтели и выглядели так, словно корни их были потревожены недавно. Копайте вот эти увядшие кочаны, они все равно уже бесполезны. А примерно на глубине 6 дюймов вы, вероятно, найдете кое-что интереснее капусты. Рабочий воткнул лопату в мягкую землю, и почти сразу железо остановилось с глухим стуком, который прозвучал для Мэрика яснее всякого объяснения. Но в ту же секунду из задней дверцы дома вылетела тощая неряшливая женщина с синяком под глазом, платком на голове и подоткнутой спереди юбкой. Она увидела чужих людей в огороде, увидела лопату у капусты и бросилась на них с метлой с такой яростью, будто защищала не грядку, а крепость. Первым ударом она сбила рабочего прямо на его лопату, вторым снесла шлем с одного полицейского, а третьим ткнула метлой в лицо другому. Затем она развернулась к Хьюиту, но тот успел увернуться, и в этот миг Мэрик схватил ее сзади за локти, свел руки вместе и крепко удержал. Питер, иди сюда скорее. Дэйви, они пришли. Они уже здесь. Они копают в огороде. Слышишь, они все нашли. Женщина кричала так пронзительно, что из соседних домиков начали выглядывать люди, а затем во двор выбежал грязный ребенок и заплакал, увидев мать в чужих руках. Между тем рабочий снова взялся за дело и быстро открыл 2 деревянные коробки, каждая около 18 дюймов длиной, стянутая железными обручами и запечатанная. Одна коробка была частично вскрыта сверху, а сломанные досточки кое-как поставлены обратно, словно кто-то уже проверял содержимое и затем торопливо прикрывал след. Когда верхнюю доску подняли, внутри показались желтые металлические слитки, лежавшие так спокойно и тяжело, будто все это время они терпеливо ждали возвращения к свету. Женщина продолжала кричать, вырываться и обзывать всех проклятиями. Ребенок отступил к дверям, а затем в проеме показался лохматый неопрятный мужчина в рубахе и штанах. Он вышел, пошатываясь, протирая глаза, будто только что проснулся после тяжелой пьянки, и некоторое время тупо смотрел на людей, ящики, лопату и связанную жену. Берите этого человека, констебль. Он один из тех, кто нам нужен, и чем раньше на его руках окажутся наручники, тем меньше будет лишнего шума. Полицейский немедленно схватил мужчину, и наручники щелкнули на его запястьях еще до того, как тот окончательно пришел в себя и начал ругаться. После этого Хьюит и второй полицейский вошли в дом, быстро осмотрели 2 нижние комнаты, но там не нашли никого, кроме грязи, бедности и следов недавней беспорядочной жизни. Они поднялись по узкой скрипучей лестнице наверх, в переднюю комнату 2-го этажа,
и там увидели второго мужчину, моложе первого, крепко спавшего на постели. Вот и второй, констебль. Берите его тихо и надежно, пока он еще не понял, что сон закончился не пробуждением, а арестом. Второго человека заковали в наручники, прежде чем он успел проснуться по-настоящему. И когда он, наконец, открыл глаза, дело уже было решено без единого лишнего слова. После этого найденное золото осторожно переложили в тележку, и 2 тяжелых ящика снова оказались под открытым небом, уже не как тайная добыча, а как возвращенное имущество. Деревенский констебль, привлеченный шумом и важностью происшествия, принес собственные наручники и тем самым весьма удачно украсил даму с метлой, которая все еще пыталась сохранить боевой дух. Так из Ластеллы вышло шествие, какого не мог бы вообразить даже самый старый житель деревни в своем худшем ночном кошмаре. Впереди шли полицейские с 2 мужчинами в наручниках, за ними вели женщину, все еще яростную и растрепанную, а следом скрипела тележка с золотом. За оградами, у дверей и в окнах стояли соседи, дети, старухи и рыбаки, и все смотрели так, будто сама история Корнуолла внезапно прошла у них под носом. Меррик то поглядывал на ящики, то на Хьюита, и на лице его боролись радость, изумление и раздражающее желание наконец получить объяснение. Теперь, Меррик, нам нужно немедленно заняться вашим человеком, тем водолазом, который первым спускался к Никобару и измерял пробоину в борту. Как его зовут? Кажется, Галлен, тот самый толковый работник, о котором вы говорили перед нашим спуском под воду. Вы, конечно, держали его на борту, как я просил в записке, потому что этот человек сейчас может оказаться важнее всех капитанов, стюардов и плотников вместе взятых. Галлен, черт возьми, Хьюит. Если вы имеете в виду Галена, то он вчера вечером сошел на берег и с тех пор не возвращался на буксир. Я не придал этому большого значения, потому что люди иногда уходят после работы, особенно если выпадает свободный вечер, но теперь по вашему лицу вижу, что это была ошибкой. Да, Меррик, именно это я и имею в виду и боюсь, что теперь вы его потеряли, потому что Галлен был не случайной подробностью, а центральной фигурой всей этой проделки. Через час или 2, когда арестованных уже увели, а золото находилось под надежным присмотром, Меррик и Хьюит сидели в кормовой каюте спасательного буксира. Они курили, и теперь, когда тревога немного улеглась, Меррик уже не мог сдерживать нетерпение, потому что золото было найдено, но сама разгадка все еще оставалась для него почти чудом. Теперь, Хьюит, когда у нас наконец есть немного времени без криков, полиции и капустных грядок, расскажите мне все с самого начала. Благодаря вам мы вернули ящики, это я понимаю прекрасно, но как эти люди получили золото и как вы вышли на их след, я пока не вижу совершенно. Начать нужно с простого. Меррик, рассказы людей с Никобара звучали уверенно, но стоило поставить их рядом, и они почти уничтожали друг друга. Капитан подозревал Брейзера, Брейзер подозревал капитана и стюарда, стюард подозревал плотника, а плотник снова возвращал подозрение капитану и стюарду. В такой цепочке обычно есть крупицы правды, но если принять все целиком, получится не расследование, а хоровод взаимной злобы, страха и желания заработать награду. При этом было заметно, что Брейзер пытается доказать слишком много, а когда человек доказывает слишком много, он часто невольно ослабляет собственную версию. Если капитан и стюард действительно сговорились ограбить помещение золотом, зачем стюарду прорезать котельное железо, когда ключи от двери находились в каюте капитана? А если сам капитан в течение всего рейса мог спокойно подбираться к золоту, зачем ему останавливаться только на 2 ящиках из 40? У него были дни и недели, он мог выбрать удобный момент. Мог действовать через ключи, через людей, через собственную власть на судне, но исчезли только 2 ящика. Показания плотника, конечно, придавали этой версии видимость силы, потому что он слышал слова капитана о каких-то вещах, которые можно попробовать взять с собой. Но и этим словам можно дать вполне разумное объяснение, не превращая капитана сразу в похитителя золота, особенно если вспомнить его частный груз и застрахованные вещицы. То есть вы с самого начала не поверили прямой версии против капитана, хотя Брейзер принес станционную историю, а Уикинс почти дословно передал подозрительный разговор. Я не отверг ее сразу, Меррик, но и не стал ей подчиняться, потому что слишком удобные доказательства иногда бывают хуже слабых доказательств. Вы сообщили мне 2 вещи, которые были важнее всех этих пересудов.
Во-первых, вы сами были внизу, когда водолазы открывали помещение с золотом и поднимали ящики. Значит, ваши люди не могли незаметно вынести 2 ящика на палубу и спрятать их, потому что вы наблюдали работу в самый ответственный момент. Но во-вторых, вы сами сказали, что пробоина в боку Никабара открыла переборку помещения золотом, и через этот разрыв добраться до ящиков было даже легче, чем через дверь. Вы также объяснили, почему ящики не могли выпасть сами. Судно лежало с креном в другую сторону, а разорванная часть переборки находилась выше сложенных ящиков. И вот здесь появилась настоящая мысль. За день до подъема золота один водолаз спускался вниз один, и его работа была как раз возле той самой пробоины. Он должен был измерить повреждение борта, значит, имел полное право находиться именно там, где можно было через разрыв добраться до помещения золотом. Такой человек мог подойти к пробоине, ступить на рваную обшивку, протянуть руку внутрь и взять ящики не через дверь, а через бок судна. Но тут возникало другое препятствие. Водолаз не может поднять золото наверх незаметно, потому что его встречают на палубе, отвинчивают шлем и снимают с него снаряжение. Следовательно, если он украл ящики, он должен был не поднимать их на буксир, а оставить где-то внизу, чтобы добыча стала доступна его сообщникам другим путем. Я понимаю это рассуждение, но ведь если он просто спрятал ящики на дне или в судне, ему все равно пришлось бы потом снова нырять за ними. И в этом он оказался бы в том же положении, потому что снова понадобился бы костюм компании, люди на палубе и какое-то объяснение для повторного спуска. Именно поэтому я не думал, что он спрятал золото для себя одного, потому что такой план оставлял бы ему почти такую же трудность на следующем шаге. Гораздо вероятнее было другое. Он заранее договорился с сообщниками, чтобы каким-нибудь способом сделать золото доступным для них, не поднимая его на буксир. Иными словами, он должен был перенести ящики туда, где их можно будет найти сверху, с лодки, уже ночью и без присутствия спасательной команды. Для этого я и попросил спустить меня под воду, потому что хотел увидеть не только помещение золотом, а все место вокруг пробоины собственными глазами. Когда мы оказались внизу, я заметил, между прочим, что Никабар был из тех хорошо содержавшихся судов, где люковые решетки и подобные вещи держат чистыми, из дуба или тика. Эту подробность я просто отложил в памяти, потому что в расследовании нельзя заранее знать, какая мелкая деталь через час соединится с другой и вдруг станет важной. Когда же мы вышли за борт и посмотрели на большую пробоину, я убедился, что изнутри рассуждал правильно. Добраться до переборки помещения золотом снаружи было совсем нетрудно. Да, тут вы правы. Лестница спускается почти рядом с пробоиной, и человек мог сойти с нее на рваную обшивку, как на грубую ступень. Оттуда он мог дотянуться до разорванной части переборки и достать ящики, если действовал осторожно и не тратил времени на лишнее. После этого я занялся морским дном и был чрезвычайно рад, увидев, что оно состоит из мягкой скользкой глинистой породы. Я ходил все дальше от судна, пока не заметил тот чистый камень, который перевернул ногой. Вы ведь помните его, беловатый и почти голый. Помню, хотя тогда я не понял, почему он вас заинтересовал, потому что на морском дне камень кажется не самым убедительным доказательством. Именно его чистота и была доказательством, потому что это был единственный голый чистый камень среди тех, что попадались нам вокруг. Все прочие камни были покрыты зеленым налетом, к ним цеплялись водоросли, и они явно давно лежали на своем месте под водой. А этот выглядел пришельцем, недавно принесенным с суши, скорее всего с береговой гальки, потому что море успело его вымыть, но не успело обрастить. Такой камень не мог сам пройти почти милю от берега и оказаться рядом с затонувшим судном. Значит, кто-то привез его в лодке и бросил вниз. А если кто-то потрудился привезти камень в лодке и бросить его именно там, значит, это был уже не простой камень, а часть заранее придуманного устройства. Его форма тоже говорила сама за себя. Он напоминал вытянутую буханку, почти ту самую деревенскую форму, которую удобно обвязать веревкой и опустить на дно. Но веревки на нем уже не было, значит, кто-то спускался к нему и снял ее, а вместе с веревкой, вероятно, был и крюк. Вот тогда картина впервые стала похожа не на догадку, а на то, что действительно могло произойти. Ваш водолаз Галлин спустился якобы измерять пробоину, добрался через разрыв до помещения золотом и вынул 2 ящика. Скорее всего, он развязал веревку,
которой ящики были соединены попарно, чтобы переносить их по одному и не терять время на слишком неудобную тяжесть. Потом он отнес оба ящика к белому камню, заранее опущенному сообщниками, где уже ждала веревка с крюком, ведущая наверх к какому-нибудь плавучему предмету. Он снял веревку с камня. Вероятно, она была затянута простым морским узлом вокруг удобной формы, и в этой подводной тишине камень выполнил свое дело, а два ящика стали настоящей добычей. После этого он провел крюк под веревкой, оставил груз на дне и ушел, потому что днем тянуть ящики наверх под носом у буксира было бы безумием. Сообщники должны были дождаться ночи, вернуться к этому плавучему знаку, найти конец веревки и поднять золото уже без свидетелей. Значит, другой конец веревки должен был быть прикреплен к чему-то плавающему, но достаточно неприметному, чтобы не вызвать тревоги у людей на буксире. Вот почему меня заинтересовала люковая решетка, особенно та самая белая окрашенная решетка, которую мальчишка видел вчера дальше носовой мачты Никобара. Но почему Галлен ограничился только 2 ящиками, если уже добрался до золота и видел перед собой весь груз, стоивший огромных денег? Во-первых, он не мог терять время, потому что каждый новый ящик означал еще один путь от пробоины к камню и обратно, а наверху вы ждали его измерений. Во-вторых, он не мог быть уверен в весе, потому что слишком тяжелый груз было бы трудно поднять с маленькой лодки, особенно ночью и в неспокойной воде. 2 ящика уже давали 10 000 фунтов, а это достаточно большая добыча, чтобы рискнуть, но не настолько большая, чтобы сразу погубить весь замысел тяжестью. Так что 2 коробки были не случайностью, а разумной мерой человека, который торопился, боялся быть замеченным и рассчитывал на работу сообщников после наступления темноты. Итак, с белым камнем все было более или менее ясно, но возле него я заметил еще одну вещь, которую вы, кажется, тогда пропустили. В глинистой породе рядом с камнем оставался след, не просто царапина, а маленькая треугольная впадина с острым дном, очень свежая и довольно выразительная. Именно такую ямку мог оставить тяжелый ящик, если его железный угол резко ударил в мягкое дно и на мгновение врезался в него. Это было важно, потому что такой след говорил не о прямом подъеме груза вверх, а о том, что ящики сперва потащили в сторону. Очевидно, при первом рывке один острый угол перевернулся, ударил в глинистую породу и оставил ту самую впадину, которую море еще не успело стереть. Я прошел дальше и нашел другие признаки того же движения. Легкие царапины, сдвинутые мелкие камни и слабые нарушения на поверхности мягкого дна. Все эти мелочи убеждали меня, что ящики действительно тащили по дну, и вместе с тем показывали направление, в котором их начали волочить. Следуя этому направлению, я дошел до второго камня, немного меньшего, чем первый чистый камень, и там картина стала еще яснее. Судя по всему, ящики зацепились за этот камень, сдвинули его с места своим движением, а возможно еще и резким рывком сверху. Зеленый налет покрывал только ту часть камня, которая раньше была открыта воде, а другая его сторона точно соответствовала пустому углублению рядом. Иными словами, камень совсем недавно выдернули из своего места, потому что иначе море быстро сгладило бы следы в мягкой глине и замутило бы картину. Все это было сделано недавно, Меррик, и сделано не случайно, а тем самым движением груза, который тянули от Никобара в сторону. Теперь я понимаю, зачем вы потом начали ходить шагами туда и обратно, хотя тогда это выглядело так, будто вы просто меряете дно ради собственного удовольствия. Именно так. Я снял направление 2 камней относительно судна и измерил расстояние шагами, насколько это вообще возможно сделать в водолазном костюме под водой. Пока мы поднимались, я держал цифры в памяти, а оказавшись на буксире, сразу записал их, потому что такая мелочь легко теряется после переодевания и разговора. Дальше оставалась простая работа с картой. Положение судна уже было отмечено, направление его носа известно, а мои подводные измерения дали линию движения груза. Я исходил из того, что Галлен договорился с кем-то заранее. Личность этого человека тогда была неизвестна, но у него должна была быть лодка. Этот сообщник должен был заранее положить веревку с камнем вместо груза, а следующей ночью вернуться, найти поплавок и вытянуть золото из воды. Небольшое парусное судно не могло подойти к месту крушения слишком близко ночью без риска быть замеченным с буксира, даже если буксир стоял у другого конца затонувшего судна.
Но и простая грибная лодка не могла бы силой тащить 2 тяжелых ящика по дну, потому что такой груз сразу стал бы для нее якорем. Значит, все должно было происходить иначе. Ночью к месту крушения подошло небольшое парусное судно, вроде рыбацкой шхуны или люггера, а за кормой тихо тянулась маленькая грибная лодка. Парусное судно держалось в стороне, на удобном расстоянии и уже носом туда, куда потом должно было уйти, если кто-нибудь заметит движение возле затонувшего парохода. Один человек тихо отошел от него в маленькой лодке, подобрал поплавок, какой бы именно предмет им ни служил, и вернулся с веревкой обратно. На веревке должен был быть большой запас слабины, чтобы поплавок мог свободно дрейфовать и не привлекал внимания неподвижностью в одном месте. Кроме того, эта слабина позволяла лодке подобрать поплавок не прямо над ящиками, а чуть в стороне, не подходя слишком близко к самому судну. Когда поплавок и веревка оказались на борту парусной лодки, она сразу легла на курс домой, а веревку начали выбирать уже на ходу. Вот тогда ящики и потянулись по дну, сперва рывком, потом волоком, оставляя царапины, сдвигая камни и выдавая направление, в котором лодка утащила золото. Слушая вас, можно подумать, что вы стояли там ночью и смотрели на все собственными глазами или, что еще хуже, сами помогали им тянуть эту веревку. Видите ли, Меррик, здесь важно не придумать красивую версию, а найти такую, при которой каждая мелочь встает на свое место, и именно эта цепь объясняет все сразу, а не одно удобное обстоятельство отдельно. В такой работе больше половины успеха зависит от того, чтобы быстро охватить всю картину и правильно оценить каждый знак, не отделяя его от остальных. Я перенес на карту точное положение затонувшего судна, затем отметил место 2 камней и направление царапин между ними, насколько позволяли мои подводные измерения. После этого оставалось провести прямую линию через эти точки и продолжить ее дальше, чтобы получить направление, в котором уходила лодка с добычей. Линия вышла к берегу возле Ластеллы, причем в той стороне это была единственная прибрежная деревня на несколько миль в одну и другую сторону. Разумеется, это еще не было полной уверенностью, но это было лучшее и единственное направление, которое давали факты, поэтому его нужно было немедленно проверить. А как вы догадались про окрашенную люковую решетку? Мальчишка ведь вспомнил ее только после вашего вопроса. И мне до сих пор непонятно, почему вы спросили именно об этом. Я видел, что вокруг Никобара плавают его собственные люковые решетки и разные обломки, а значит, воры могли выбрать для поплавка что-нибудь похожее на обычные обломки после крушения. Лучше всего для такого поплавка подходила именно люковая решетка. Она держится на воде, выглядит безобидно и среди обломков затонувшего судна не должна привлекать особого внимания. Но я также заметил, что на Никобаре решетки были чистыми, не крашенными, из дуба или тика, как на хорошо содержимых судах, где любят порядок и внешний вид. А на небольших судах, вроде рыбацких люггеров и шхун, такие детали почти всегда красят, потому что у них нет времени и денег на роскошную чистку дерева. Поэтому я предположил, что если воры использовали собственную решетку как поплавок, она могла отличаться от обломков Никобара именно краской. Это был выстрел на удачу, но выстрел разумный, и он попал в цель. Мальчишка вспомнил маленькую белую решетку, которая вчера плавала отдельно и сегодня исчезла. Для него она просто была унесена водой, а для меня это стало подтверждением, что ночью ее сняли вместе с веревкой, на конце которой находились 2 ящика золота. Так белый камень, царапины на дне, направление линии, белая решетка и лостала сошлись в одну цепь, которая уже вела не к капитану, а к людям на берегу. Итак, я отправился в сторону Ластеллы, потому что линия на карте, белая решетка и направление волочения ящиков указывали именно туда. Когда я добрался до деревни, уже смеркалось, а отлив оставил на берегу множество лодок и рыбацких суденышек, лежавших или стоявших на якоре в мелкой воде. Людей вокруг было немного, и это мне только помогало, потому что я мог спокойно осматривать суда, не привлекая к себе лишнего внимания. Я начал искать рыбацкие лодки с белыми окрашенными деталями, ведь именно такую белую решетку видел мальчишка возле места крушения. На рыбацких судах такие вещи встречаются не так часто. Там куда вероятнее коричневая или красная краска, а то и просто грязь поверх старого неузнаваемого цвета. Вчера вечером я заметил только 2 подходящие лодки, и первая могла быть нужной, но на ней не нашлось ничего, что превратило бы догадку в след.
А вот вторая оказалась именно той, которую я искал. Небольшое суденышко с маленькой белой люковой решеткой, слишком похожей на тот поплавок, который описал мальчишка. Я сдвинул эту решетку и обнаружил длинную веревку, одним концом прикрепленную к ней, а на другом конце у нее находился крюк. Иными словами, они не удосужились разобрать свое устройство, возможно, надеялись, что через несколько дней им снова представится случай воспользоваться им. После этого я подошел к корме и прочел надпись «Ребекка». Питер и Дэвид Гартью, Лостелла. Теперь мне оставалось найти самих Гартью, потому что их суденышко уже выдало слишком многое. Белую решетку, веревку с крюком и ту самую дорогу, по которой золото ушло с морского дна. Я некоторое время побродил по деревне и вскоре разговорил мальчишку, не задавая вопросов слишком прямо, чтобы не дать слуху уйти вперед меня. Предлог я выбрал самый простой, будто хотел завтра выйти под парусом и потому между делом расспрашивал, где можно найти братьев Гартью. Мальчишка, широко ухмыляясь, доверительно сообщил мне, что оба Гартью сейчас пьют и что найти их проще всего в трактире «Шхуна». По его словам, они провели там весь день и напились так основательно, как это часто бывает с людьми, внезапно получившими добычу больше своего обычного заработка. Это вполне соответствовало моим ожиданиям, и я пошел в трактир, решив изобразить старого приятеля, хотя еще не различал Питера и Дэвида. Там они и сидели. Один был пьян сонно и тяжело, другой – ласково и слезливо, и оба уже дошли до того счастливого состояния, когда новый знакомый кажется старым приятелем после первой же кружки. Я постарался сблизиться с ними настолько, насколько позволяли обстоятельства, а к закрытию трактира заказал еще большой кувшин пива, чтобы проводить знакомство до дома. Пиво я нес сам, а они, можно сказать, несли друг друга, и это дало мне прекрасную возможность попасть в их дом без подозрений. Внутри я внимательно осмотрелся, насколько мог, не показывая настоящей цели, и даже помог той самой старухе с метлой поднять их наверх спать. Но нигде в доме я не увидел ни ящиков со слитками, ни подходящего тайника, ни следа крупной вещи, которую недавно пытались скрыть в комнатах. Поэтому я ушел, решив утром возобновить знакомство, держаться возле дома столько, сколько потребуется, и при дневном свете осмотреть огород. Именно для этого я закрепил маленький буравчик в конце трости, который вы видели утром, потому что обычной тростью землю можно проверить, но дерево под землей не опознать. Сегодня до 10 утра я уже был в Лостелле и первым делом посмотрел на капусту возле дома Гартью. Сразу бросилось в глаза, что полдюжины кочанов, стоявших одной кушной группой, выглядели вялыми и поникшими, будто их недавно вырывали, ломали корни и сажали обратно наспех. Вся эта отдельная группа имела такой рассеянный и потрепанный вид, словно сами кочаны провели ночь в трактире вместе с братьями Гартью. Признаюсь, Хьюит, никогда еще не слышал, чтобы вид пьяной капусты приводил к золотым слиткам, но теперь я уже готов поверить почти чему угодно. Возле задней дверцы дома я заметил грязного ребенка, и это оказалось очень удобно, потому что через него можно было приблизиться к грядке без грубой попытки копать чужую землю. Я пошел к нему немного нетвердой походкой, чтобы, если за мной наблюдают из дома, создать впечатление, будто вчерашнее знакомство с Гартью еще не вполне выветрилось. Я окликнул мальчика так, как это сделал бы подвыпивший добряк, и сунул руку в карман, будто собираясь выбрать ему монетку из мелочи. Потом я нарочно устроил целое представление с выбором пенни и как бы случайно рассыпал всю мелочь прямо по тем самым подозрительным качанам. Теперь у меня появился естественный повод наклониться, собирать монеты, опираться на трость и прижимать ее конец к рыхлой земле. Как я и ожидал, под землей оказался ящик, и пока я подбирал свои монеты, я несколько раз нажал тростью, чтобы буравчик вошел в древесину. Наконец я ушел, сказав несколько вполне любезных слов старухе, а в желобке буравчика унес очевидное доказательство. Под капустой недавно закопали белое дерево. Остальное вы видели сами, Мэррик, и я думаю, мы оба можем поздравить друг друга хотя бы с тем, что сумели увернуться от метлы. Она досталась почти всем остальным участникам нашей экспедиции, и должен признаться, эта женщина защищала капусту куда решительнее, чем многие люди защищают собственную честь. Меня больше всего бесит не метла, Хьюит, а то, что мы дали этому мерзавцу Галену уйти, потому что теперь уже ясно, насколько ловко он все устроил. Он ведь видел, как мы с вами спускались за борт,
а после вашего ухода заходил в каюту за какими-то распоряжениями. Ваши карандашные заметки и карта лежали на столе, и он без сомнения сложил 2 и 2, чего я сам сделать не мог, потому что не знал ваших подводных наблюдений. Он понял, что вы нашли след, решил на время сделать себя недоступным и ночью ушел без разрешения. Просто тихо отчалил, пока никто не придал этому значения. Почему же вы не предупредили меня прямо, чтобы я немедленно задержал его на борту и не дал ему исчезнуть раньше, чем мы доберемся до Гартию? Прямое предупреждение не помогло бы, Меррик, потому что на тот момент против Галена не было законного доказательства, достаточного для ареста или открытого задержания. Если бы вы просто приказали ему оставаться на борту, он сразу понял бы, что его подозревают, и стал бы действовать осторожнее, чем действовал в действительности. Тогда я еще не знал, сколько времени займет поиск золота, если вообще удастся его найти. Часы, дни или, возможно, целые недели. За это время Галлен мог бы каким-нибудь способом предупредить сообщников, и тогда золото либо лучше спрятали бы, либо увезли так далеко, что след оборвался бы окончательно. Так что да, он оказался довольно ловким в своем роде, хотя его успех держался не на особой гениальности, а на удобном положении, смелости и быстром расчете. Он знал, что его, как обычно, пошлют первым вниз, одного, для измерения пробоины, и в ту же минуту придумал план, а затем быстро устроил все необходимое. Хорошо, с Галеном теперь картина стала понятнее, хотя мне все равно неприятно думать, что он ушел прямо у нас из-под носа. Но я все еще хочу понять другое. Что же делать со всеми этими людьми с Никобара, которые следили друг за другом, вынюхивали, подслушивали и подозревали каждого соседа? И особенно меня занимает история с ящиками, которые капитан и Стюарт, по словам свидетелей, все-таки вынесли на берег после крушения. Хьюит рассмеялся тихо, без злости, как человек, который видит в чужих подозрениях не столько преступление, сколько человеческую слабость, усиленную близостью золота. Думаю, присутствие золота на борту породило на Никобаре целую эпидемию взаимного недоверия, и Брейзер своим вечным беспокойством только дал этой болезни начало. Он был слишком суетлив, слишком громко говорил о своей ответственности и слишком часто повторял, что кто-нибудь непременно попытается добраться до слитков. Такие разговоры заразительны, особенно на судне, где люди неделями живут в тесноте, слушают одни и те же голоса и раздувают каждую мелочь до размера угрозы. Что касается капитана и стюарда, я знаю только одно – те ящики, которые они спасли с борта, не были ящиками золотом. Скорее всего, они занимались небольшой частной торговлей, а такая связь между капитаном и стюардом нередко объясняется именно общим интересом к выгодной сделке. Возможно, в тех ящиках лежало что-нибудь особенно ценное для их размера, например, японские вазы, бронза или другие редкости, купленные по случаю в дальнем порту. Если же вещи были еще и застрахованы, капитан Макри, человек, как говорят, острый и не слишком щепетильный, мог счесть это почти удачной коммерцией. Получите сами вещи и страховые деньги за якобы погибший груз. Такой соблазн вполне мог заставить его держать свои спасенные ящики как можно тише. Но это уже отдельная история, Меррик, и она объясняет подозрительные слова капитана без необходимости делать его похитителем никобарского золота. Позднее оказалось, что дело было почти таким, каким его и представил Хьюит, а слишком усердный Брейзер тем временем поспешил в Лондон по следам капитана Макри. Он несколько дней наблюдал за ним с горячностью человека, который уже заранее считает себя правым и ждет только минуты, когда весь мир будет вынужден это признать. Наконец капитан и Стюарт взяли свои 2 ящика, сели в кэб и отправились на Бонд-стрит, а Брейзер немедленно последовал за ними в другом кэбе. Они вошли в магазин, витрина которого была выставлена редкими диковинами, старинным серебром, золотом и такими предметами, возле которых знатоки задерживаются дольше обычных прохожих. Брейзер больше не смог себя сдерживать, схватил первого попавшегося полицейского и ворвался с ним в лавку, уверенный, что сейчас разоблачит крупную кражу. Но вместо золота перед капитаном и стюардом стояли 2 небольших открытых упаковочных ящика, а внутри лежали вовсе не слитки, а пара старинных японских бронзовых фигур. Это были вещи древнего вида, с тонкой работой и сложным цветом металла, а подлинные предметы такого рода уже тогда могли стоить весьма серьезных денег. Капитан и стюард пытались их продать, и вся сцена,
в которую влетел Брейзер с полицейским, оказалась не арестом грабителей, а громким ударом по его собственной уверенности. После этого Брейзер исчез, и, пожалуй, ему действительно трудно было бы остаться в британском торговом флоте после такой истории без бесконечных насмешек. На деле Стюарт наткнулся на выгодную покупку, но у него не хватало свободных денег, и потому он привлек капитана как партнера по рискованной сделке. Весь обратный путь они тревожно осматривали свои бронзовые фигуры, спорили о цене, прикидывали выгоду и, вероятно, потому выглядели так подозрительно для Брейзера. Говорили, что в конце концов они получили за пару около 300 фунтов, и это было достаточно много, чтобы объяснить их осторожность, но слишком мало для легенды о золоте. С тех пор Хьюитт иногда встречал Меррика, и всякий раз это дело вспоминалось им не только как успешное расследование, но и как занятная картина человеческой подозрительности. И все же, Хьюитт, я иногда думаю, а вдруг кто-нибудь из этих людей с Никобара, которые так подозрительно крутились возле помещения с золотом, действительно собирался рискнуть при удобном случае? Может быть, Брейзер, Плотник, Стюарт или кто-то еще только ждали ошибки судьбы, и крушение просто не дало их замыслу созреть до конца. Возможно, Меррик. Иногда золото не только привлекает вора, но и на время делает вором воображение каждого человека, который слишком долго находится рядом с ним. И если спросить меня, был ли на Никобаре кто-то еще готовый попробовать счастье при случае, я отвечу вам только одно – я тоже иногда об этом думаю. Так закончилась тайна никобарского золота. Дело, в котором громкие обвинения уводили всех в сторону, а настоящая улика все это время молча лежала на морском дне возле чистого белого камня.